Привет, ребята! Прошло уже больше года с того времени, как ушла ваша дочь Ильяна, и мы уже знали, что это видео будет, и вот мы пришли к этому моменту. Много чего есть обсудить, разных деталей, нюансов. Давайте начнем с самого начала. Я помню этот день, я был у вас в гостях, когда у Элечки начал болеть живот. Если вы помните, у Стивчика была температура, и мы так с семьей, друзьями помолились за них обоих. И я еще помню, Элечка, по-моему, сидела у тебя так в объятиях, и такое лицо, ну, что болит, животик такое. И мы помолились, и я даже помню так, ну, налегке так помолились. Ну, у ребенка болит живот, и разошлись, кто куда. Как оказалось позже, это не просто болел у ребенка животик, но обо всем постепенно вот мы разошлись, я поехал домой, кто куда. Можете вспомнить эту первую, наверное, ночь, и когда вы поняли, что происходит что-то больше, чем просто болит животик, и решили ехать в больницу. Да, ну, скорее это не была первая ночь, это была ее последняя ночь дома. Да, мы ушли спать, как обычно. В какой-то момент ночи у нее начало еще больше болеть, и те, у кого есть дети, знают, что такое бывает, что у детей болят животы, и в садике разное трогают, и руки в рот суют. И мы начали давать что-то, что обычно даем, когда болит животик или какой-то жидкий живот появляется. Но та ночь вообще была очень странной и где-то интересной. Потом, когда мы уже анализировали, мы поняли, что у нас как будто какой-то здравый рассудок был отключен где-то, потому что обычно мы как-то по-другому реагируем на ситуацию, а тут я вообще даже спала, я не могла нормально пробудиться как будто, и Элли очень часто самостоятельно вообще шла до туалета и обратно в кровать. То есть я в каком-то таком, не знаю, странном состоянии была. Да, и она как бы не жаловалась, она просто как-то мужественно шла в туалет туда-обратно, туда-обратно. Сама? Сама, да, сама. И у нее эти спазмы были? У нее были спазмы, и каждый раз она шла в туалет, и мы не поняли сначала, потому что она даже и не говорила, что ей больно, кажется, просто там в туалет надо. И под утро поняли, что ей уже болит, и дали обезболивающее, и наблюдали за ситуацией. Созвонились с Леной, она посоветовала еще какие-то вещи, вот, и Эрланд купил в аптеке. И пока Эрланд отвозил Эмочку в школу, у Эммы были пробные дни в школе, Элечка заснула на какой-то момент, и я еще так порадовалась, что наконец она уснула, и она сможет отдохнуть, поспать, что, наверное, легче стало. И когда Эрланд приехал, она уже пошла в туалет еще раз, и мы уже заметили, что есть примесь крови, но и при этом же сразу не было какой-то паники, потому что, ребенок целую ночь ходил там, не знаю, сколько раз там в туалет, и думали, что, может, воспалился кишечник, потому что чуть-чуть было совсем. От нагрузки, да? Да, и совсем чуть-чуть было, еще, разговаривали еще с другими, также они говорили, что, наверное, воспалилось кишечник, как бы, понаблюдать, если не станет лучше, тогда уже надо в больницу ехать. И получилось так, что в те дни у меня очень страшно болели зубы с двух сторон, и я вообще не могла как будто рот закрыть, и я просто экстренно поехала в Ригу к зубному. Я оставила Эрланда одного с Элечкой, но мы договорились, что если не становится лучше, чтобы он тогда реагировал, уже скорую вызывал или вез. То есть мы были на связи. Но да, в какой-то момент он перестал отвечать, и потом уже, когда я возвращалась с зубного, он пишет, что не становится лучше, что едем в скорую больницу. И мы, получается, что в Вьецеве он меня забрал, и я вот, как оказалось, последний раз ее держала на ручках, потому что всю дорогу у нее были эти спазмы, каждые там 10-15 минут, это страшная боль, даже может меньше по минутам, и я помню, что я смотрела на нее, как она мучается, но при этом она не плакала, она такой боец была на самом деле, я над ней плакала, потому что мне было тяжело видеть, как она мучается, как она стонает.
И, конечно, даже и мысли не было, что это что-то такое серьезное. Вот. И, к сожалению, когда мы уже доехали до больницы, я ее несла, и в больнице не разрешили в приемную, чтобы мы вместе заходили. И я поняла, что я не смогу, ну, я не знаю, сколько часов ждать, я не смогу ее физически там держать, и все. И мы решили, что пойдет Эрланд тогда с ней, я буду на улице возле больницы ждать, молиться. И да, я ждала, молилась, и тогда, может, уже дальше ты можешь рассказать, что было. Приехали в больницу, ты пошел с Элечкой. И Да. Он ее нес, да. Да, я продолжал, да, скажем так, путь в палату, да, но, к сожалению, это был очень долгий путь. Мы пришли, нам не назначили самую экстренную очередь, да. Потому что тоже не думали, да, что не серьезно. думали. Да, ну, как обычно, дети там, ну, болит живот, болит. Ну, хотя я им говорил, что там уже и кровь есть, как бы, но все равно мне поставили в оранжевую эту очередь, не в красную, а в оранжевую. Вот, и мы прождали там, я не помню, ну... Несколько часов. Да, вот именно в начале, там было пару часов, и потом мы пока еще дошли до палаты, это еще были, ну, в сумме где-то 6 часов, если не ошибаюсь, вот было у нас путь от того, как мы зашли, до палаты, пока нас вот привезли и поставили систему, да. Ну и все, и все, и как бы вот, а все это время она сидела, у нее эти спазмы были постоянно. И при каждой спазме у нее шла кровь. Да, и у нее выделения были, там вместе жидкий живот плюс кровь. И памперсы уходили, это просто, ну, я попросил у Вероники еще привезти, принести, потому что уже не было. Просто они уходили, да, это через каждые практически полчаса, там я видел, что накапливалось и все, и она обезважилась, то есть жидкость уходила с организма с этим вместе. Вот. И, конечно, ну, было сложно это смотреть, и вот так у нас был этот первый вечер. Доктор пришла только потом, через какое-то время, когда мы были уже в палате, мне кажется, часа полтора, и толком они не знали вообще, что и как. Они начали брать какие-то, даже, мне кажется, в первый вечер не взяли ничего. Вот как раз хотел спросить, когда начались проверки, анализы? Мне кажется, на следующее утро только. Поставили, как обычно, систему там, и так дальше, а вот уже начали проверять что-то или смотреть какие-то анализы. Если не ошибаюсь, это было утром уже, рано утром тоже. И вот всю ночь практически она тоже мучилась. Она не могла нормально спать, соответственно, я тоже с ней не спал, да. И вот так у нас было 3 ночи. Как бы, вот. И вот этот весь процесс, если можно так сократить, то 3 ночи, так вот было у нас, что ты просто понимаешь, что, ну, ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь, потому что доктора тоже не знали до конца, что это. Но они уже узнали на следующий день они диагноз, что у нее есть эта бактерия, они в анализах увидели. То есть, ну, они выжидали, чтобы понять, эта бактерия выпустит токсин, не выпустит, даст это на почки, не даст на почки. То есть, по сути, 2 дня последующие, которые были, там уже и на следующий день было понятно, что как бы почки начинают отказывать, но у них есть определенный протокол, и они брали все время анализы, то есть смотрели, следили, но развитие ну, как бы это все развивалось настолько стремительно, что тогда, когда отвезли уже в реанимацию, получается, 3 дня вы пролежали, уже в субботу у нее уже отказывали почки, когда я приехала. Я вроде приехала просто заменить его, я не понимала, не знала даже, насколько серьезная ситуация. И получается, я приехала заменить его, чтобы он поехал домой поспать, и пока я доезжала, уже говорилось о том, что, скорее всего, перевезут в реанимацию, потому что почки отказывают. И я, когда уже приехала, я уже видела, что она просто отекшая, опухшая. В какой-то момент у нее уже начались галлюцинации, потому что эта жидкость с токсинами, она уже начала распространяться по телу. И ее вечером уже перевели в реанимацию, где мы уже оба были. И только на следующий день, получается, ей поставили диализы и ввели в кому. То есть она промучилась очень долгое время, на самом деле, в сильной боли. Агония, я бы сказал. Ты был рядом с ней в этой агонии? Как ты себя чувствовал? И, может, что-то натурально помогает родителю, да, там, бороться и терпеть, и выжидать, но в целом
как ты себя чувствовал в тот момент, и что тебя поддерживало, помогало вот, ну, идти вперед в тот момент? Конечно, наверное, спокойствие, мир Божий меня поддерживал, чтобы там, ну, были такие мысли пойти, там, не знаю, разбомбить какую-то стену, да, но я понимаю, ну, смысл это, как бы, что это даст, как бы, идти там сейчас кого-то за шкварку тащить в эту палату, да, какие-то, я понимаю, что, ну, как бы у каждого человека своя боль самая сильная, да, где-то я понимал, но с другой стороны, я сидел там, я делал максимум, что я мог, я как бы звал постоянно уже, там, говорит, подождите, еще доктор скоро придет, подождите еще, я там и то пытался, да. И эти вот 3 дня, да, это было, у нее это была реально агония. Да. И уже в последний день она уже просто ничего не чувствовала. Она лежала, как бы, и она уже прям, для нее это боль уже не боль. Да, как детям некоторым не взять анализ, да, она вот так вот лежала, и там уже выдавливали. Просто они уже пытались выдавить где-то кровь, чтобы взять, потому что уже в организме нету жидкости. Когда она обезваживается, можно сказать, 3 дня, вот так вот, нон-стоп, да. Ей делали капельницы, но эти спазмы были настолько частые, что у нее выходила жидкость таким образом. И просто она не кушала. Да, не кушала. И вот. А конечно. Ты ощущал, ты говоришь, Божий мир, Божий покой, ты ну, ощущал это прям как-то внутренне, физически, в молитве, или как, ну, как это происходит? Да. Ну, это сложно тебе объяснить на прям. практике. Прям вот ощущал там или боролся там. Конечно, разные мысли были. Эта битва была, то, что ты борешься с этими навязчивыми мыслями. При этом я не допускал до последнего вообще мысль о летальном исходе. Да. Как бы вот в этом есть наш, возможно, где-то парадокс, потому что мы оба такие люди, что мы как бы смотрим наперед очень много, да. Как бы, и я часто это иногда мне играет в плохую сторону, да, что я сразу смотрю плохие варианты, да, ситуации. Типа первее их оцениваешь? Да, я уже оцениваю ситуацию с худшей стороны, как бы, ну, негативные варианты. Но в этой ситуации я даже не мог представить себе, хотя мы узнали этот диагноз, мы не загуглили, мы ничего не посмотрели. Хотя обычно сразу мы бы это делали. Хоть чуть-чуть что-то узнаешь, сразу ты как бы узнаешь еще какие-то вещи. Но здесь я говорю, так это не вообще, ну, ни себя не узнавали. И я об этом вот всем, скажем, находясь там в больнице, конечно, ты понимаешь свою беспомощность где-то как отца, потому что ты понимаешь, ну, что еще мне делать? Я делаю то, что мне говорят доктора, я молюсь, церковь молится, семья молится. Что еще могу делать? Я только сижу, я пытаюсь ее, как бы, ну, не давать свои эмоции на нее, да, то есть успокоить ее, потому что я понимаю, что ей и так сложно. Ради нее еще. Ради нее, да, мне надо стараться держаться, там, не плакать, там, или это. Ну, а как ты думаешь, что тебе помогло, и тогда пойдем дальше, последний вопрос о тебе об этом, что тебе вот помогло все-таки хранить эту рациональность, проявлять, чтобы не пойти там разбомбить все, и это, ну, вот это воспитание, это вера, это, ну, характер, что... Я думаю, что это где-то все вместе, мне так кажется, потому что я сам по себе человек, который могу быть где-то хладнокровным, иногда, когда это надо, да. Поэтому я думаю, что здесь я собрал всю свою, как бы, вот, ну, целенаправленность, что в этой ситуации будет лучше всего. Да, вот как бы он посмотрел с этой стороны. Конечно, ну, и мир Божий, да, я очень верю, что тоже люди молились, и церковь молилась. Ну, да. Чтобы у нас там было все, как бы, ну, вот, как возможно в мире, да, чтобы было благоспешество от докторов и вообще в больнице. Но да, я, наверное, сказал бы, что это Бог, наверное, больше всего. Потому что, если так сейчас анализирую, ну, там реально можно было сойти с ума. Ну вот. Ну да, тут больше находясь в такой ситуации, это видеть сутками. Да, видеть это, как твой ребенок не спит, и как она мучается, и при этом ты сам уже физически тоже истощен, потому что ты постоянно там рядом, 24/7. Ты как бы постоянно берешь ее, там, носишь туда-сюда, с одной палаты в другую, то на анализы, то еще куда-то, то потом укачиваешь, меняешь памперсы постоянно, там, каждые 5-6 минут.
Да, уже настолько были эти спазмы большие, там на каждые 30 секунд она дошла. Если не ошибаюсь, до 30 секунд у нее была спазма. То есть, считай, с каждой спазмой выходит какое-то выделение, Да. и выходит боль. Ну, то есть, уже в конце она даже уже не реагировала особо. Так вот, только глаза уже. И все. Как бы, и вот это все, конечно, это все дает такое ужасное чувство. Да. Вот это чувство, едет Вероника, понимает, что будут везти в реанимацию. И в какой момент, и когда вам сказали, что именно у нее, бактерия, что происходит, и когда вы поняли, что это, насколько я понимаю, мало исследованный, по крайней мере, здесь, в Латвии, если я правильно понял, и вещь, я не знаю, от которой есть лекарство или нет, сейчас расскажете, но в момент, когда вы узнали, что это настолько серьезная ситуация, что вы ощутили в этот момент? Наверное, лично для меня самая большая серьезность пришла, когда ее вели, то есть сказали, что надо идти в кому. Да, то есть они не справляются так, надо ставить диализы, да, там не один, а два. Ее ввели в кому, ее подключили к разным трубкам, к искусственному дыханию, и там просто, наверное, все, что возможно только, да. Ее подключили, и тогда мне только, можно сказать, не то, что дошло, но мне как-то вот пришло озрение, насколько все серьезно, да. Хотя при этом я тоже не допускал мысли, что у нас может быть даже вероятность летального исхода. Но я понимал, что сложная ситуация. Мне там позвонил один друг, который тоже вот пару месяцев назад с такой же бактерией, они лежали в больнице, он меня ободрил, сказал, что все будет хорошо, там это будет долгий процесс, но он способный, то есть есть. Хорошо, потому что у них так было. Да, у них так было, как бы, и все. Это как бы дало мне такую тоже своего рода надежду, да. И как бы вот такие вот моменты успокаивали, да, и там люди там молились, и там что-то говорил кто-то, да. И как бы это вот посреди этого всего, вот, скажем так, сумасшествия, которое там происходило, потому что это все очень быстро происходило. Ну да. Сразу пришли анализы, там, какие-то последние, доктор говорит, все, надо ехать туда. Просто для общей картины скажу, чтобы те, кто слушает, понимали, что эта история в неделю вся. Да. 6 дней. 6 дней, да. Да, 6 дней. Мы продолжим детали, но в целом 6 дней, поэтому да, то, что ты говоришь, что все быстро, все реально очень быстро происходило, очень насыщенно по всем фронтам, скажем так, и в церкви, и в больнице, и дома, и много чего произошло. Постараемся охватить много разных сфер, нюансов того, что было. Вот. Что ты в этот момент ощутила? Ну, у меня вообще изначально, наверное, было чуть по-другому. Я больше была дома, молилась, осталась с Эмочкой, поскольку Эмма тоже очень переживала. И попала к Элечке только на 3-й день. И потом, когда уже Элечка ушла, я перечитывала через время наши переписки, что я Эрланду писала, о чем мы вообще как общались. И так интересно, что несколько моментов были настолько пророческие. И, да? Да, и от этого было больно, потому что всегда ей тогда еще больше кажется, что ты мог что-то поменять. И я помню, 25 числа, когда Эрланд дал телефон доктору, и она сказала, что подтвердилась бактерия, и что вот сейчас они очень наблюдают почки, потому что вот дает иногда на почки эти токсины, блокируются, вот, но что они очень надеются, что не дойдут до диализов и так далее, и мне уже как-то, было тревожно, но опять же, как Эрланд сказал, у меня не было мысли вообще, что она может уйти. Но я ему писала голосовые сообщения, отправляла, что я чувствую, что мы теряем время. Что пока ищут, смотрят, делают, мы теряем время, и бактерия размножается, и токсины размножаются. Что в итоге и так и было, что было потеряно много времени. Вот, и когда я к ней приехала, мы также молились за чудо. Емечка была с нами, мы молились за чудо, чтобы почки начали работать, чтобы у нее был катетер вставлен мочевой, и ты видишь, что, ничего не происходит, и мы просто молимся, верим, что вот сейчас она сама пописает, и что, а внутри чувство и понимание, что нет, что она будет в реанимации, будет диализ.
как бы не знаю, как это объяснить, вот внутри ты понимаешь, а разумом ты не хочешь, и ты борешься против этого. Как бы, ну вот просто когда ты молишься, да, ты хочешь видеть чудо, и ты веришь, и реально Бог может это сделать. А внутри такой тихий голос, что ты понимаешь, что не будет так, как ты молишься. И где-то, наверное, когда уже перевели в реанимацию, конечно, это было все сложно и очень эмоционально, и сейчас мы уже, может, так не рассказываем, ну, все то, как мы это переживали на тот момент. И это было все очень сложно. И 27-го Эрланд первый поехал, когда она вся была в трубках. Я просто не смогла, я поняла, что ему надо быть первым, чтобы он мне показал, как это выглядит, чтобы я, ну, как бы смогла. Потому что я, наверное, более, ну, эмоциональна и впечатлительна. И когда вот я видела ее в этих трубках, все, да, это был страшный вид, это было страшно все, но при этом все равно в сердце был мир, и вообще не было мысли, что это так закончится. Как бы просто было чувство, ну, как бы казалось, вот нам надо это пройти, и как бы все будет нормально. Ну, так, как бы ты себя настраивал. Но что интересно, что 26-го вечером, когда только перевели в реанимацию, и начались первые разговоры с докторами уже в реанимации, все, что они говорили, у меня внутри был просто, ну, противление к этому. Как бы они говорили хорошую информацию, которая выгодна мне, но внутри у меня было чувство, что не будет так, как они говорят. Они были настолько самонадеянны и самоуверенны в своих словах, они настолько четко думали, что они знают, что они сделают. И больше с этим Эрланд уже на следующий день столкнулся, когда прям такие громкие слова прозвучали и говорились. И у меня внутри было просто чувство, ну, я не могу, может, это так одеть в слова, да, но на фоне как-то казалось, ну, что не будет так, как они говорят. И вот не то, что я хотела, это, конечно, я хотела, чтобы было так, как они говорят, и что они совсем справятся. Но вот это какая-то такое, не то, что высокомерие, как это назвать, как будто вот... Уверенность слишком большая. Самоуверенность слишком большая. И я Эрланду сразу сказала, мы не уповаем на то, что они говорят, мы не уповаем на докторов, мы уповаем на Господа. Чтобы мы просто не ставили наше упование в их громкие слова, потому что внутри казалось, что ну, не будет так, как они говорят. Вот. Но при этом все дни до последнего у меня не было мысли, что она уйдет. Вот. Мы придем к последнему моменту. Я тогда был с вами в палате, да, еще были люди. Вот, но помимо врачей, то, что говорили также и люди, верующие из церкви, и мы в том числе. Может быть, затронем здесь, тогда на этом этапе этот момент пророчеств, видений и деталей, которые в том числе давали нам надежду, силу молиться, ожидать, хотя внутренний голос вас, как родителей, самый важный, да, вам говорил, что так не будет, допустим, ты чувствовала что-то, и ты видел видения, да, определенные. Если можешь коротко рассказать, что это были за видения, что ты видел, когда мы собрались с семьей, потом вот друзья некоторые, и ты рассказывал, если можешь сейчас рассказать. Которая по итогу, наперед скажу, мы не так поняли, упустили деталь некоторую, важную деталь, как позже оказалось. И от этого оттолкнемся и поговорим на тему пророчеств, видений и так далее. Да, у меня было 3 видения. Да, сейчас надо детали вспомнить. Но 3 видения было. С первым я делился, как раз вот мы приехали с больницы, сидели у костра, там вот родные, близкие, молились тоже, пели, да, конечно, что еще в этой ситуации нам делать, да, уповать на Господа, искать Его лица. Да. И как раз вот я был в больнице и видел вот такое видение, что она упала в лужу, да, потому что одно из как бы
мы так думаем, и мы, проанализировав, поняли, что она заразилась именно в луже. Вот. И я вот видел это видение, что вот она упала в лужу вот так вот до пояса и звала папа, папа. И потом я смотрю, что я подхожу, беру ее за одну руку, и за вторую руку берет ее Иисус. Да, и мы оба с ним вместе поднимаем его. То есть ее, да, извините. Поднимаем ее. Вот. Но она, при этом она еще сказала: папа, возьми, дай руку Иисусу. Да, дай руку Иисусу. И вот, то есть мы таким треугольником встали, как бы я держу Иисуса, держу ее, он держит ее и меня, да, вот таким вот. И мы как бы поднимаем ее. Мы поднимаем, ставим ее на землю, и потом она говорит: Иисус, то есть Иисус ее очищает, да, чистит ее, и она как бы вот так вот рядом говорит людям за мной, говорит: подойдите сюда, Иисус вас тоже может почистить. Да. И то есть эти люди подходят, и Иисус начинает их чистить. Вот. А еще момент, что они были в белом одеянии, но их одежда была запачкана. Да. И Элечка тоже была в таком белом одеянии. Ну, и как и по факту было, у нее был светлый такой комбинезончик, когда она упала в лужу, он стал коричневым, черным, грязным. И да, это такое примечание. Да, это важный момент. Вот, и как бы она убелила, то есть через нее она позвала Иисуса, и он убелил других людей. То есть, ну вот здесь был момент, который я сначала упустил, потому что я не понял, где она осталась. Да. В моем том первом видении, тогда я вот как бы в такой эйфории, да, как бы в таком, присутствии Бога, я думал: вау, классно. Но я не до конца вспомнил эту деталь, она осталась у меня или у Иисуса. Вот. Я приехал домой, и говорит: да, вот она там спасла, супер, классно, значит, все будет хорошо. Ну, как мы себе представляем хорошо, да. Что вы спасли, вытащили. Да, мы спасли, как бы все, она привела через ситуацию еще многих людей, Бог очистил, все супер. Но оказалось, потом я анализировал, что я до конца не знал, она не была у меня, да, то есть она не пришла ко мне, она осталась с Иисусом за его руку, да. И как бы вот этот момент я проглядел в первый такой момент, когда увидел это видение, потом только анализировал после, да, когда уже вспоминал все это, записывал, я понимал эти детали, которые просто я, можно сказать, не обратил внимания, да, как надо было бы. Вот, поэтому и это было пророческое видение, однозначно. Я Мы смотрю, видели это. В истории твоей, и вот доктора, то, что говорили, я понимаю тебя и не говорю именно вот о тебе, а как о самом факте, насколько важны детали, и насколько не знаю, с каким этим говорили доктора, как ты говоришь, но, может быть, они отнеслись, мы знаем ситуацию, общее, такое уже было, и так, и не вникаем в детали. И также и здесь, и это хороший для нас урок и пример замечать детали, потому что в каких-то деталях может быть важный ответ, и не думать, получается, что мы там, все знаем, там, или, это обычная ситуация, так уже было. Это, кстати, для нас пример, и в целом, я думаю, для жизни, для служения, даже когда работы с людьми, что, такое уже было, ко мне с таким обращались, сейчас я сделаю, Мне кажется, это и для врачей, там, и для психологов, 100%. И служителей, для всех. Я скажу здесь тоже, потому что я активно участвовал в этой ситуации, что касается части церкви, молитв. И мы с вами в те дни были так достаточно мало на связи именно по звонку, больше сообщениями и информации. И на это есть пару причин разных. И очень большой отклик был и людей, и у вас как бы много людей хотели бы, наверное, с вами в тот момент поговорить, что-то сказать, и вам писали, звонили. И как бы я понимал, что я не могу сейчас вас тревожить именно так просто позвонить, пообщаться, и может вам это и не надо сейчас, чтобы я прям именно там названивал. Вот, поэтому мы были на связи, но были на связи как надо, мне кажется, так.
И я вам сказал в какой-то момент, что мне просто, я даже не знаю, что сказать. Что я могу сказать в такой ситуации? Я с вами, да, я молюсь, я поддерживаю, но что сказать, у меня не было, поэтому лучше я буду молчать. Я делал то, что я мог делать. И это поддерживать в молитве, это стоять вместе с вами в проломе, быть с церковью. И я вам уже рассказывал, я шел, помню, с работы, пришло сообщение, что Ильяна в больнице, наверное, что ее не в больнице, просто, возможно, это был момент, когда вот ее подключали и к аппаратам. И мне пришла мысль, малышка идет домой. Такая вот прям так мысль и пришла. И при этом я тоже испытывал мир и покой в сердце. Я записал ее в блокнот в телефон. И потом подумал, что я какой-то жестокий, безжалостный какой-то, не буду выражаться, как я подумал. Ничего прям плохого, но и это самое слово такое. И я удалил эту запись, с блокнота. Потом восстановил ее, она в удаленных осталась, потом я ее восстановил. Вот, и потом в какой-то момент, когда ты это рассказал, мы взялись... Мне кажется, все, кто там был, за это упование, за эту веру, что, потому что мы знаем, что Бог, Он воскрешал людей, Он воскрешает людей, Он исцеляет людей, и Он мог это сделать в этой ситуации. Он точно мог. И может сделать. И я думал в какой-то момент, что Бог учит вере такой, как в Библии, что вот Иисус увидел веру этого человека и удивился, и сделал чудо. И я пытался так верить, и я пытался вдохновлять так церковь, людей. Я почему хочу об этом сказать еще раз здесь в интервью и публично, потому что многие люди стояли в вере. И с некоторыми людьми мы стояли вместе, и они мне писали, и мы ободряли друг друга. Как оказалось позже, да, что это была ошибка, упустили детали. Я понимаю, почему вы упустили, допустим, какую-то деталь, и почему потом мы, потому что, понятно, что любовь и надежда, желание, чтобы Ильяна была с нами, чтобы она жила, вашу родительскую, мне даже не понять, насколько она просто велика, а свою дружескую такую, это я знаю и чувствую, а вашу это вообще, поэтому понятно, что можно, пропустить какие-то вещи, это все логично. И вот в какой-то момент я просто понял, что, значит, я ошибался, значит, вот эти детали, которые были, и которые мы позже, ты понял и поделился с нами, мы такие, окей. И слово, которое мне написала, я тоже вам рассказывал, эта девушка, что она молилась и видела Элечку как цветочек, и вот эти все цветки приближаются, на нее свет, и все цветки приближаются, и потом сам этот, сердцевина цветка уходит наверх, а эти цветки как бы... Это соединяется с тем, что ты сказал, что она позвала других людей, и они все подошли, чтобы Иисус их очистил. Но в тот же момент, вы знаете, что было и у нас в церкви, кто... Я верил, и я провозглашал, я молился, я говорил, моей верой она будет жить. Кто-то говорил, что видел видения, и озвучил это вслух. И не только в нашей, есть в других церквей, кто писали. Если ты помнишь, Вероника, ты мне пересылала сообщение, делайте вот так и вот так. И я так делал, и пророчески ходил и у больницы, и дома, и представлял, что держу ее за руку, и провозглашал. И вы, уверен, много что делали, учитывая. Вот спустя год, мы не раз с вами говорили на эту тему, и спустя год размышлений про, что касается именно видения, откровения, пророчества, мы еще поговорим просто о поддержке людей, но что касается именно вот этих вещей, какие выводы вы сделали, и что бы вы сказали об этом, может быть, даже посоветовали церкви, нам, как в этих ситуациях точно знать, что ты услышал Бога. Что делать? Потому что, как видно, мы ошиблись. Некоторые из нас ошиблись, и это опасно очень для... Кому-то из-за этого разочарования приходит, это не легкая вещь. Потом, какие выводы у вас
Может, вы оба можете поделиться, и как, ну, правильно делать, что ли? Ну, для начала хочу сказать, что видения, они существуют. Пророчества, они тоже есть, и не актуальны в наше время. Есть разные видения, разные пророчества, да. Как бы, и есть причины этому разные. И также есть результаты. Тоже мы знаем, что разные, да. Мне понравилось, как сказал один пастырь и пророк. Он говорит, что то, что ты видишь видение, это хорошо. И то, что пророчески видишь какой-то сон, но ты должен понимать, что есть истолкование. То есть еще есть истолкование, что привязано к нему. То есть ты можешь видеть одну вещь, но как ты ее истолковываешь, возможно, это неправильно. Да? Или в этом участвуют твои эмоции, твое желание, твоя надежда, да? Тот результат, о котором ты хочешь. Да? Поэтому есть разные моменты. Да? То есть мы должны доверять истолкованию еще меньше, чем пророчеству. Да? Ну вот если мы как понимаем. Потом еще третий момент есть время, то есть временная рамка. Да? То есть, как написано, испытывать пророчество, да? Да, все надо испытывать. Как бы я здесь понимал, как бы, что это есть. Потому что я не тот человек, который вижу какие-то видения там, или пророчества, да. Как бы я в своей жизни, у меня и были сны такие пророческие, да, за мою жизнь. Но здесь у меня прямо было 3 видения, и в таких моментах это прям вот, я их визуально видел. Да, то для тебя это новый опыт? Для меня это новый опыт, как таковой был. Да. И я не скажу, что я там прям в вагоне, там прям, там уже с ума сходил, да, чтобы я видел какие-то, какие-то такие вот вещи. Нет, как бы я, конечно, склонялся, я каялся пред Богом, я взывал, я искал Его, да. И в этот момент вот были 3 вот видения разных, на разные темы. Но вот одно из которых вы то, что рассказали, оно вот было в этой, вот именно, то, что она привлекла людей к Богу, да. Она привлекла, и это мы видим, это исполнилось и до сих пор исполняется. Да, это правда. Потому что мы получаем столько писем и получали и разговоры, нам люди открывали какие-то моменты, как эта ситуация их приблизила, да, как это... Там можно целую передачу делать о том, какие свидетельства мы испытали, да, как люди начали говорить после 2 лет, когда они не разговаривали, да. Друг с другом. Супруги, да, на фоне этой ситуации, да. Когда люди пришли в церковь после многих лет, когда они не были в церкви, когда возобновились родительские отношения с детьми, да, потому что они поняли, что вот один момент, и у тебя не станет детей, да. Возможно, есть такая возможность, да. То есть люди переосмыслили свою жизнь, да. И как бы вот это вот видение, оно помогло нам также, как говорится, вот понимать, что есть от Бога, что нет, да. И также есть другие видения, может, Вероника может сказать, то, которое она видела в начале еще, задолго до сего момента. Да, я хотел к нему тоже. Да, я сейчас хочу добавить еще к тому, что ты сказал про то, что ты видел. И интересно было, вот ты сейчас рассказываешь, что девушка видела, что как цветочек, да, и еще было одно тоже такое видение, которое нам прислали из другого города. И очень интересно, что как бы очень откликалось с тем, что Эрланд видел, только в том случае было тоже, что вот люди в белых одеждах, запачканных одеждах, как бы получается, были 2 лестницы в небо, одна заходила, другая спускалась, и эти люди, Елечка там сидела у Иисуса на коленях, и эти люди поднимались по лестнице, Иисус их очищал, и спускались вниз, чтобы продолжать жить свою жизнь, там было написано. И меня это тогда, в эти дни так касалось, мне казалось, почему Зеле не сказано, что она спустилась продолжать свою жизнь, да, она сидела у Иисуса на коленях, но дальше там еще были какие-то слова, и вот сейчас я анализирую, слушаю вас, и я понимаю, что есть часть, вот, что Бог нам дает, открывает, и мы так часто свою интерпретацию вкладываем в это, как нам кажется, что это, будет, или опять подключаем какую-то эмоциональность свою, да, или душевность и так далее. Все-таки, когда Бог говорит, дает какое-то видение или какое-то пророчество и так далее, все-таки не надо, может, сразу
бежать свое вот понимание этого вкладывать, а все-таки ожидать, что Бог либо откроет еще, либо как-то объяснит, либо даже иногда не надо объяснять, надо просто дать именно так, как ты получил, не добавляя свое туда. То есть Бог, Дух Божий, Он же работает с каждым из нас, и каждому из нас Он может открыть то, что надо конкретно, да, то есть не описывать слова, потому что было и в этой ситуации какие-то негативные опыты, которые где-то и подкосило, какие-то слова сказанные, и ты знаешь, как бы вроде, что есть и какая-то репутация и так далее, но у человека, который говорит, но эти слова, они не несли жизнь для нас, они несли реально, мы видели, как враг пытается через это пророчество нас уничтожить, просто уничтожить, как будто, я не знаю, но это был также страшный опыт. Но возвращаясь к тому, что Эрланд говорит, что 9 месяцев до того, как Элечка ушла к Иисусу, это был декабрь, конец декабря, я шла я спала, и у меня я не могу сказать, что это был сон, потому что это было очень коротко, это было тоже как такое, я бы сказала, видение, что мы стоим с Эрландом в таком светлом одевании у гроба Элечки, она в светлом белом гробу, и мы стоим, как бы она лежит так, и ее лицо, и мы вот так над ее лицом стоим, и мы смотрим на нее и плачем, очень-очень плачем, и так больно, как бы видеть эту картину. Я как бы со стороны это наблюдаю, и просто в шоке. Я не хочу это видеть, но я это вижу визуально, и мы очень плачем, и просто на фоне такой спокойный голос, который говорит: дорожите временем. И интересно, что пока вот я смотрела со стороны, мне как человеку, я не ощущала страх или ничего, я просто как будто со стороны смотрела. И когда звучал этот голос, мне не было страшно, просто фраза «дорожите временем». Но когда я проснулась, встала в реальность, скажем, после увиденной картины, конечно, у меня начало волнение быть, страх. Я сразу сказала Эрланду, потому что я понимаю, что это не я что-то придумала, потому что ни один родитель сам такой кадр себе, не надумает и не выберет такое видеть. Но это было настолько живо и настолько реально, что я проснулась, и мне казалось, как будто я проснулась, и вот это происходит, да. И пару дней мы молились за мир, я прям эти дни так ее охраняла, оберегала, знаешь, она такая живучек была, она везде носилась, бегала. И потом просто мы помолились, и Божий мир пришел, и все, я забыла про это. Просто на 9 месяцев я про это забыла. И даже самое тоже интересное, что когда-то была в реанимации и в таком же состоянии, я вообще не вспомнила даже это. До одного момента, когда уже врач один сказал, что может быть и летальный исход. И тогда я вспомнила. И то я не держалась за это, скажем, да, я хотела это избегать. Но внутри где-то все равно на тихом фоне было, наверное, где-то уже понимание, что она идет к Иисусу. Хотя по-человечески нам это не хотелось. Но да, пророчеств, возвращаясь к вопросу, пророчестве разного было много, но были и какие-то созвучные аспекты, которые были очень прям созвучны, но добавлялось при этом еще какой-то человеческий фактор. Но когда мы были очень уязвимы, и мы не то что цеплялись за любое, нет, все равно был какой-то фильтр, и мы пребывали в молитве, в посте, то есть в церкви каждый вечер были молитвы, да, поклонения. Но все равно ты, когда такой уязвимый, тебе кажется, как будто вот ответ, или вот, ты хочешь слышать Господа, но где-то, скажу честно, лично мне не хватило смелости, то есть я вставала перед Богом на колени каждый день и много времени проводила в молитве на языках, потому что чувства были смешаны, мысли были разные. Но мне ни один раз не хватило смелости сказать Господу: Господь, какая Твоя воля, какой будет исход? То есть я хотела верить в чудо, хотя всегда до этого, во всех других ситуациях, когда кто-то был при смерти или какие-то страшные ситуации, я всегда старалась склонять колени и спрашивать: Господь, как мне молиться за эту ситуацию? Что в Твоем сердце? Научи меня. Но это был тот случай, потому что, наверное, где-то внутри я боялась услышать, что она уйдет, да. Вот. Что, так если еще подчеркнуть, понятно, мы видели, да, у нас были процессы такого примирения, очищения и среди близких, родных,
и в вашей конкретной семье, и вот более расширенной, скажем, друзьями, и извинялись, и, в общем, такое произошло. То есть это я к тому сейчас рассказываю, что в этот же момент Бог что-то делал с нашими сердцами, с нашей душой, вот в плане очищения, там, слов, отношений друг к другу, там, и так далее. И это назидало как будто, а ты говоришь, вот, что есть некоторые люди, они вот что-то выдавали такое. Выдавали разные люди, разные. Разные, да, некоторые вещи вообще абсурдные, но если так просто спросить, да, что было поддержкой или что является поддержкой в такие моменты, а что не является поддержкой, можете одеть это как-то в какое-то предложение или нет? Видишь, есть момент до смерти и уже после смерти. То есть до смерти все как-то хотят все-таки верить и говорят много, порой громких слов или своих каких-то, да, вот ожиданий, надежд. Конечно же, всегда есть категория верующих, которые скажут, что это проклятие, что это грех непокаянный и так далее. Но мне кажется, такие вещи могут говорить люди, которые, может, сами не бывали в таких ситуациях, когда ты просто обнаженный перед Господом, и если только вот мое покаяние даст жизнь кому-то, я не знаю, будет ли какой-то человек, который не покается, да, неважно в чем. То есть ты настолько, ты настолько просто сокрушенный перед Господом, потому что Он единственная твоя помощь, да. Поэтому даже я благодарю Бога, что Он вообще сохранял наши сердца, что у нас не было ни злости, ни обид, то есть вообще никаких эмоций вот на такую категорию людей. Пропускали просто? То есть просто ты вот читаешь, или что-то имя надо поменять, да, не то имя, оказывается, да, вот Бог исцелит. Какие-то такие вещи, и ты понимаешь, что... даже где-то я вот улыбалась, мне кажется, конечно же, есть такие люди, и пусть Бог благословит и поможет им, но как бы слава Богу, что не цепляло, не цепляло да, в это плане. слава Богу точно. Да, поэтому да, вот как бы есть момент до, что можно было бы сказать, и есть момент уже, когда человек ушел, когда не произошло то чудо, на которое вот мы уповали или что ожидали, да, о чем молились. Что будет до поддержкой? Или что было поддержкой? Я думаю, то, что вот мы получали, вот молитвы, это в первую очередь молитвы, какие-то покрытия таких физических нужд, потому что ты в бое, в борьбе, ты не думаешь там, как деньги заработать, что покушать сделать, то есть такое, ты вообще не думаешь о материальных моментах, да, о том, что вот кто-то помогал там с ребенком, еще что-то, да. Есть вторая дочь, за которой тоже вся жизнь идет, и она тоже волнуется. Да, то есть, и наверняка, да, вот молитвы, даже какие-то фразы, что мы с вами, мы молимся и так далее, или какие-то местописания, которые твою веру поднимают, укрепляют. Но, наверное, мне лично какие-то фразы именно об исходе, мне это как-то мешало, я не хотела как бы слышать не вот хорошие именно, потому что не что-то такое, как бы я просто хотела... То есть ни туда, ни туда. Ни туда, ни туда, потому что я, я сама человек, который служит людям, и я понимаю, как это работает, и не хочется говорить просто фразы или слова и так далее, просто можно быть рядом, как бы. И сама я себя ловила на моментах, когда ты просто хочешь, да, и ты вот говоришь, а как ты можешь гарантировать, что будет так или так? То есть все равно, есть моменты, которые просто в Божьих руках, и поддерживать второго молитвенно, мне кажется, в это время мы еще больше оценили просто силу молитвы. И когда люди нам говорили, мы никак вам не можем помочь, кроме молитвы, я всем говорила, вы серьезно? Это и есть самая большая помощь. То есть, мы настолько иногда обесцениваем молитву. Кажется, как будто это вот последнее. Я вот только молитву могу тебе дать. Но на самом деле это самое сильное, это самое лучшее, что можно дать, потому что ты поддерживаешь руки второго человека, его душу, дух, как бы ты ходатайствуешь за него. Это в этом огромная сила. Потому что Бог может сделать больше, чем мы. Да. И мы видели даже здесь, вот на наших молитвах, сколько вот, у тебя, например, помнишь, мы молились за радость или радости, и Бог реально дал, и ты, ощутила эту радость.
кажется, странно. Аж самому не верится, да, типа, сами помолились, и аж не верится, что такое реально, но мы пережили, типа, это. И сверхъестественно, ну, как бы ну, мы же да. сами себя знаем, что мы можем, как бы, спровоцировать или, ну, наиграть, Ну, или да. как-то себя там, не знаю. А что уже есть моменты, где ты просто не можешь, потому что ты просто разбит. И это уже что-то сверхъестественное, ну, ты переживаешь. Вот. Ну, что для тебя было поддержка? Ну, для меня, да, осознание, что... Ну, для меня как бы до, скажем так, я был там в процессе, да. То есть я особо не думал, сейчас, кто меня там поддерживает. Я только знал, что есть поддержка. Да. У нас была связь, да, там, Да. по телефону, так. Но я реально находился, ну, в моменте именно помощи дочке. Я думал только о том, что мне говорят сейчас делать. Там, смотрел за ее там этими трубками, за этим. Как бы, и, конечно, посреди этого всего я пытался молиться, пытался искать Бога, да. И при этом, да, не допускалась все равно эта мысль, да, вот, ну, что это летально будет. Конечно, были те, кто хотели, не только хотели, но и писали там, да, и звонили кто-то, я многим скидывал, там. Да, да. Поэтому, ну, всякие люди есть, да. Те, кто мудрые, они как бы не звонили, не писали в тот момент, они или смс-ку напишут просто, что мы с вами. Как бы мы с вами молимся. Да. Вы пройдете. Вот, и как бы, ну, вот так вот, ну, как бы, то, что вот Вероника говорит, да, что они не обнадеживали ни одним, ни вторым исходом. Как бы, ты просто в процессе. Да, и проживаешь его. Ты проживаешь его просто, проживаешь. И Бог тебе дает сверхъестественную силу, чтобы ты прожил его. Чтобы ты не сошел с ума, чтобы ты не сломался, чтобы ты взял этот груз, который ты сейчас несешь, и ты его донес бы до определенного решения. Да. Какое-то решение уже будет, это у каждого по-своему, да. Наше решение вышло так, да. Хотя по-человечески, возможно, мы хотели бы другой, да, исход. Ну, да. Но в этой ситуации что есть, то есть. Можно я дополню еще? Просто вспомнила, что не нужно делать, так это точно не надо названивать, особенно если вы не близкие люди, а есть такие люди, которые просто хотят позвонить и поумничать, и сказать, объяснить тебе, что они знают, как ты себя чувствуешь и через что ты проходишь. И вот, ну, как бы, пожалуйста, не надо так делать. Это лишнее. Это лишнее, особенно когда ты вообще, ну, не друг, не приятель. Если ты там что-то получил, и то через несколько фильтров пропусти, что ты там получил. Но просто были такие люди, которые, конечно, как бы ты, мы как верующие, мы иногда, ну да, там спасибо и так далее. Но и слава Богу, и не всегда поднимали и так далее. Но просто увидели, насколько разные люди, и насколько разные категории людей. И когда есть проблемы у других, надо умничать. Вот это надо молиться в смирении и не говорить каких-то, может быть, лишних громких слов, не делать выводов поспешных, потому что, знаешь, мы никогда не знаем, в какой ситуации мы окажемся. И как мы реагируем, да? Да, поэтому, знаешь, со стороны иногда людям кажется, что они знают лучше и умнее и так далее, но... Ну, здесь, да, здесь, может быть, можно много потом, после уже, как все случилось, потом, может, мы скажем какие-то там пару нюансов, еще что, потому что там есть много советов, скажем так. Ну, и это и аспекты до, потому что на самом деле да. ты настолько свое время сейчас, оно просто для тебя настолько ценно, потому что все быстро менялось, и когда тебя кто-то отвлекает куда-то, что-то по каким-то, чтобы рассказать, как им плохо, и как они не спят и переживают, как бы, ну, извините, ну... Я вообще думаю, что, я вам уже говорил, наверное, мое мнение, что в такие моменты вообще надо как бы бояться сказать что-то людям, которые проходят. Кроме вот таких фраз, ну, я с вами. Да, это очень греет сердце. Я молюсь с вами, мне нечего сказать, но я типа поддерживаю. Хотя мысли есть у всех много мыслей. Или даже, ну, даже если ты что-то получил, как ты говоришь, пропусти через фильтры. Если бы у меня даже вот ту фразу, которую я получил в самом начале, если бы она даже не ушла из-за того, что я, ну, вот, взялся за другую надежду, я бы просто из-за страха навряд ли бы вам ее сказал. Ну и я, наверное, считаю, что лучше вот такой страх иметь, потому что процесс сам все покажет, и Бог, перед которым мы ходим и которому мы молимся, сам все покажет. Поэтому лучше лишний раз воздержаться и бояться что-то сказать, чем вот, умничать или... Но были такие люди, да,
которые тоже получили, что вот будет иной исход, чем мы, но они, большинство не говорили, да, или даже все. Ну, в основном, они потом только сказали после этого. Они говорят, что им было страшно сказать. То есть разбить нашу веру. Ну, потому что у нас у всех есть как бы задача, что ли, да, победить. Только... Ну, и право верить, да, и право верить до конца, да. Только есть вопрос, что есть победа. Да. Вот. Это глубокий вопрос. Да, что есть победа и что есть ответ. Да. И то, что мы хотим, или то, что нам нужно, да, как есть выражение, да, что Бог нам дает то, что мы, не то, что мы хотим порой, а то, что нам надо. Вот. И мы не знаем всех ответов, и мы, возможно, не узнаем никогда, да. Но то, что мы знаем, что в этом процессе Бог с нами однозначно. Был, Он есть, и Он верен. Как бы, да. И вот мы проживали это. А то, что люди, да, они реагировали по-разному, потому что как только это приходит трудность у тебя или у окружающих, ты понимаешь, что у тебя внутри. И по сути люди делятся тем, что у них внутри есть. Страхами своими, они транслируют их на тебя очень часто. Они пытаются себя обезопасить за твой счет. То есть... да? Да, то есть, понимаю, они хотят увидеть, что у всех это произойдет, да. То есть, что давай добьемся этого, скажем так, победы, чтобы я потом мог претендовать на такую же победу в своей жизни. Да? То есть, ну вот понимаешь, что как бы такая, может, обратная психология где-то, но может быть, у каждого из нас, потому что мы... Да, потому что каждый мы, как человек, мы все эгоисты. Мы боимся. Мы боимся чего-то больного, чего-то там страшного, да, и так дальше. Поэтому мы хотим обезопасить. И часто мы это делаем через ситуации других людей, да. То через якобы эмпатию к второму. Как будто эмпатия. Надо будет подумать, интересно. Ну, мы это, может быть, сейчас не можем так одеть слова, но в том периоде мы видели момент, этот момент очень ярко был выражен, особенно, может быть, среди людей, у которых тоже есть дети маленькие и так далее. И ты просто видишь и в глазах, и в речи, что они... Да, они сочувствуют, переживают, но они больше где-то за себя боятся, чтобы у них так не было. Или, ну, как бы, ну, опять, мы вообще без какого-либо осуждения мы все настолько люди, потому что, ну, мы тоже, как бы, люди, нам тоже было страшно. И, конечно. И да, если ты бы увидел у другого, что у него произошло, что-то с ребенком, логично, ты сразу проецируешь, как ты себя чувствуешь. И с этого формируется твое сочувствие. Но все равно оно проходит через меня, через мою жизнь, да, через мою семью. И это как бы это полезно периодически, да, это тебе дает переоценку. То есть многие люди сделали переоценку, сказали, у меня вообще нет проблем, оказывается. Хотя я думал, что у меня все там, да. Но когда ты попадаешь в такую ситуацию, ты понимаешь, что вот есть проблемы повыше, побольше, помасштабнее, да, поглубже. Поэтому таким образом получилось, ну не то, что их ободрить, но они просто переоценку сделали своих каких-то моментов в жизни. Говоря коротко о результате, идем дальше. Вы согласны с выражением, что вот мы, ну, определенная часть христиан, мы очень часто в каких-то вот таких ситуациях говорим о победе в плане, там, пусть это будет исцеление, вот победе в плане вот, что будешь там здоров и об этом молимся, об этом говорим. И не готовим человека к тому, что может быть вообще другой исход, и к нему тоже надо быть готовым и подготовиться, типа, что вот сейчас он, может, пойдет к Господу и встретиться с Господом, что тоже отлично вообще, ну. Что самое главное, победа. Что самое главное, да. Быть с Господом. Что мы часто ставим одну такую и не готовим человека к другому. Да, согласен. Есть еще такой тяжелый... такие тяжелые нюансы в том, что при водительстве Божьем неком, да, который мы видим, вот, допустим, сон, который ты рассказала, да, у тебя был мир, покой, мы не раз тоже на эту тему говорили, я как бы, ну, явно, что это Бог тебе показал этот сон, а не враг, там, дьявол, проклятие и так далее. Но в этом всем есть человеческий фактор, как тот, о котором вы сказали, что, ну, мы с вами были в поездке, мы были в Кулдыге, да, на этом фонтане, и мы уже уходили... Водопаде, извиняюсь, да, водопаде. И мы уже уходили. Ты пошел чуть дальше, вперед с Эмочкой, мы шли с Элечкой, она поскользнулась, упала в эту лужу, в грязь. То есть есть вот эти человеческие факторы, которые, возможно, даже в вас где-то
подталкивали подумать, что вы виноваты в чем-то, вы не уследили и так далее. Вот что происходит в душе родителя в плане обвинения себя и друг друга? И как бы видя Божий план, как вы с этим справлялись? Вот, как ваши отношения шли? И такой блок, если можем сделать, и с самим собой бороться с этими обвинениями. И вот с друг другом, чтобы друг друга не загрызть в этот момент. Потому что мы знаем, что есть семьи, которые распадаются после таких событий. Вот расскажите, может, поделитесь чуть вашим опытом, переживаниями. Ну да, здесь мы уже пришли к моменту, что она, так сказать, ушла, да, если мы так можем перейти в тот или нет. Даже эти обвинения идут же и в момент, когда она еще в больнице. Да. Да, они идут. Ты можешь наверное, и так, да. Мне, наверное, лично это уже потом пришло, потому что я был в процессе, да. Вот, мы вернемся еще к одному моменту вот перед этим. Да, но сейчас давай об этом поговорим. Да. Продолжай. Конечно, всегда есть вопросы what if, да, то есть что если бы? Что если бы мы не поехали бы? Что если бы я там так быстро сделал? Что бы если бы я вызвал скорую помощь, а не сам повез в больницу? Что если бы я там орал бы на всех этих, да? Что бы я это всегда вопрос лично к каждому из нас в какой-то ситуации, да? Это, как говорится, знал бы, куда упадешь, то подложил бы подушку, да? Да. Это как бы есть такое выражение, и оно не беспочвенно. Что касается друг друга, конечно, когда у нас большой стресс, когда у нас есть скорбь, когда у нас есть такие вот страдания, мы всегда пытаемся найти виновного. Если не я, то следующий кто? Самый ближний. Да? Жена, муж, да, дети. Почему он там то не сделал? Почему он? И на фоне этого, как ты и говоришь, это есть по статистике, если не ошибаюсь, то 70-80% примерно. Вот в таких случаях люди расходятся, потому что они не могут просто взять вину, то есть не могут принять друг друга, им надо на кого-то вылить свою эту ярость, да, и как бы сделать кого-то виноватым. И это, соответственно, это тот, кто с тобой был рядом в этой ситуации, кто не сделал свою якобы часть, да. Для христиан это еще и Бог, да, в основном, если там допустил... кого обвинять ты имеешь? Да. Друг друга, Бога. Да, Бога, себя, и вот эти три обычно вот такие. Конечно, там еще можно город обвинить, да, как я говорил, там и докторов можно сказать, что они там недостаточно быстро делали. Вот, есть много, кого можно обвинять, кого прощать потом в конце, да, это уже работа над собой после всего. Но вы больше поддерживали друг друга или... Конечно. Или больше... Или больше все-таки вот, Нет, мы, если мне память не изменяет, наверное, одна из самых первых вещей, что мы сделали, мы сказали, мы не будем обвинять друг друга. Прям друг другу вслух это сказали. Да. Но она вот, это было ее предложение больше. Говорит, слушай, если я правильно помню, да, уже год прошел, сейчас приходится вспоминать все с нуля, да. Поэтому это было, да, ее такой вот... Инициатива. Как она говорит, ни при каких обстоятельствах давай не будем обвинять друг друга. Будем проходить это вместе. Вау. И это как бы, я сказал, да, давай. И мы согласились в этом, что мы, какие бы там ни были, там, не знаю, информация какая-нибудь поступала бы, или там потом что-то, анализы какие-то еще, это ситуации, да, мы друг друга не будем обвинять, мы будем идти вместе, как одно целое, как одна семья, да. И мы поняли, и это нас сделало сильнее. То есть мы уже боролись с этими мыслями не друг против друга, а вместе. Да, но вставочка небольшая, все-таки не все так идеально было. Не, ну слава богу, мы, да, как он говорит, мы сразу договорились, даже в ту же ночь, когда мы ехали с больницы. И еще, пока я помню, добавлю, что помогло, что наши друзья, которые проходили 5 лет назад или 6, не помню, ситуацию потерю ребенка, он приехал в больницу молиться, и просто Бог, наверное, где-то через него нас так подготовил, он сказал какие-то пункты, какие-то вещи, если вдруг будет такой исход, на что надо обратить внимание, чтобы мы не попались на удочку врага. И это был один из пунктов. И, то есть, как бы, конечно, мы все верили тогда, но он говорит, что просто он поделился своим сердцем, своим опытом, куда он попал, ну, то есть, на что он попался, и что было сложнее потом. И то есть, когда у тебя уже есть день до того, как твой ребенок ушел к Господу, да, и какая-то информация, я это услышала,
то есть эта информация, она уже где-то, ну, есть, и, то есть, когда ты в этой ситуации, у тебя уже она выходит, и ты понимаешь, так, нам надо теперь бодрствовать над этим, смотреть на это. И это было то, что мы в первый вечер, мы плакали, было очень больно и так далее, но я помню, ночью мы просто говорили, звали к Иисусу, и я Эрлан говорю, мы не можем ни в коем, у нас просто нет опции уйти от Бога, обидеться на Бога, отвернуться, это просто не наш путь, у нас просто нет такого варианта. У нас нет варианта обвинять друг друга, то есть, ну, как бы то, что вот он говорит, но это было просто внутри из-за того, что ты как бы знаешь уже тактику врага и куда он будет бить, а он реально туда бил. Ну, то есть он реально бил на все те моменты, и этих аспектов очень много. Как бы иногда нам кажется, человек умер, и за этим вот, ну, смерть, скорбь, боль. Нет. Аспектов, с которым тебе надо справиться, их обширное количество, ну, очень много, и разносторонние моменты. Но что касательно обвинений, конечно, были пару раз на протяжении года, я не совру, как бы, ну, не буду обманывать, были моменты, когда мне было сложно, потому что Эрланд, он более закрыт, он более в себе, и иногда он резок на какое-то мое, ну, предложение или боль. И в какие-то моменты пару раз у меня было, потому что поскольку он был с ней последние дни, и где-то он мне не смог передать информацию до конца такая, какая она есть, то мне была где-то боль, ну, внутренняя, что он как будто меня лишил возможности быть тоже с ней, как бы, только потому что я не знала, насколько все серьезно. И когда были какие-то такие уязвимые, болезненные моменты, это всплывало внутри, я понимала, что мне больно от этого. Но что я сделала? Я не позволила врагу это как бы сеять еще больше, да, или закапывать, или как-то лицемерить перед ним. Я просто, ну, приходила к нему честно и говорила, что я сейчас борюсь против тебя вот со злостью там или с обидой на то, что вот как бы, да, и просто проговаривала какие-то моменты. И опять же ему говорила, я тебя не обвиняю, и я понимаю, что ты не специально, как бы, но просто у меня сейчас эта борьба, и поддержи меня в молитве, и я хочу искренне, ну, об этом говорить. Вау. То есть были какие-то пару моментов таких, где нам надо было, ну, выговаривать это, потому что ты же не можешь тоже проигнорировать, если это в тебе есть, то оно есть, как бы, да. Я просто вижу, как ты выговариваешь. Да, просто некоторые игнорируют, да, и это разрушает, но как бы когда ты просто выносишь в свет, я все-таки стараюсь жить по принципу, что мы выносим в свет, то свет может осветить, да. То есть то, что мы держим во тьме, это, ну, как бы тьма, она дальше продолжает в этом, знаешь, работать, скажем. Поэтому, конечно, были моменты, когда было больно ему, да, но мы молились, мы выговаривали. И так же самые моменты с докторами, где 1,5 месяца Бог просто работал с моим сердцем, с его сердцем, потому что были, да, какие-то моменты, которые надо было, можно было по-другому сделать, да. Как, кстати, вы, во-первых, подход, просто ты говоришь, были моменты, они были. Даже если бы ты обвинила, и вы потом поговорили и разобрались, это тоже было вполне логично для человека. Но так как ты это ему преподносила, мне кажется, это вообще подход, ну, это уровень, это хороший пример, как это и вынести на свет, и не обвинить другого, типа, а просто сказать, у меня вот это очень это самое. Ну, это опять же моменты, как бы, это не первую эмоцию ты идешь, выносишь человека, потому что тогда будет души куча, ну, и эмоций в этом. Ты, ну, как бы, ты же промаливаешь, я промаливала это перед Богом. То есть я работала, это потому сильно. Что я, ну, и при этом у тебя есть знания, ты понимаешь, что враг приходит, чтобы обвинить и разрушить. То есть то, что я испытываю, это чувство, это нормально, но я не могу позволить этому чувству доминировать, и я не могу позволить себе встать в позицию обвинителя. Ну, то есть это такие моменты, которые, мне кажется, только с Богом ты можешь проработать, и тогда ты уже можешь идти и выносить в свет и говорить. Если ты там, ну, как бы, как сразу эмоция пришла, так сразу это, то будет. То много разрушения можно принести и боли. Мы узнали, по-моему, спустя месяц или сколько, я не знаю, что на сайте Кулдыги была информация об этом, но там, где мы гуляли, не было вообще никакого знака. Мы прошли, то есть мы не знали. Я ходил сам в этом водопаде ногами. Вы зашли с Элечкой в воду тоже. И потом вот она, ну, поскользнулась там на грязи. И было, ну да, ты такой читаешь, и у тебя мысли появляются, типа, ну,
вы что, гоните? Типа, нельзя было поставить. Не то, что нельзя, вот такой баннер надо было поставить, чтобы я его еще с моста того видел, с дороги. Они этого не сделали. Плюс то, что ты упомянула про докторов. Я спрошу, как есть, если можно. Может, даже вам кто-то осмелился так сказать. И я сейчас скажу, спустя год, вопрос, который я слышал даже от кого-то. Почему, типа, вы решили простить докторов, например, читая отзыв, не отзыв, отчет, читая историю болезни в больнице и так, если кто-то говорит, если проучить, тогда, прекратится это зло, а так это зло может пойти, скажем, плохая ситуация, пойти дальше, на других так же самое быть, там, с той же трубочкой. Почему вы решили простить? Да, как вы приняли это решение? Почему? Если можно вообще на эту тему, да? Ничего, что я спросил. Смотри, во-первых, у каждого своя история, свой путь, который надо идти. Мы не говорим, что то, что мы выбрали, это для всех универсально. То есть это то, как мы видели и чувствовали, что Бог нас ведет. Было ли больно? Было очень больно. То есть злость была нереальна. Если бы мы в каких-то порывах эмоций бы ездили, может, и разбирались бы и так далее. Но у нас есть Бог, и мы понимаем, что мы ходим перед Богом в первую очередь. И, конечно, мы молились за то, как нам поступать. И эта информация поступала постепенно. И вот, как я говорю, от первой информации до того, как уже подтвердилось, что были какие-то моменты, прошло 1,5 месяца. 1,5 месяца работы с собой, то есть вымаливанием. То есть это не было вот так вот, что вот Эрланд тоже, я прощаю там город, что вот они не Нет, это был процесс и наше решение. Я помню, как мы 18 ноября поехали, мы остались сами в машине, я не смогла выйти с машины, а он вышел к этим всем местам, он принял решение отпустить, простить и так далее. Я еще не была способна. Но потом Бог и ко мне очень говорил, и просто говорил именно про восстание. Если я не прощу, я восстаю против Него. То есть Он мне предлагает мир, Он мне предлагает исцеление, Он мне предлагает утешение, но тем, что я вот эти чувства, они во мне восстают выше того, что Бог мне дает, это я как будто говорю Господу: нет, Господь, мне не надо того, что Ты мне предлагаешь, я хочу копаться в этом, я хочу, и для меня Дух Святой обличил, что то, что я сейчас делаю, потому что я говорю, я не могу простить, мне злость и боль, и просто я чувствую, как Дух Святой обличает, ты таким образом восстаешь против меня. И я не говорю, что это для всех, это то, что Бог мне говорил, и я каялась, я плакала, хотя по-человечески кажется, у меня есть основания, и основания, но мы молились, и я каялась, я признавалась перед мужем за это все, и тогда пришел мир. Получается, что мы иногда хотим жить в этом всем, то, что было, то, что причиняет боль, и копаться в этом, и опять эти раны вскрывать. А Бог говорит, успокойся и принимай то, что я тебе даю. И я это увидела, что если я буду продолжать идти вот этот путь справедливости или такого восстания, то есть я восстаю против Бога, против Его сердца, против того, что Он мне может дать. И Бог меня готовил, работал со мной 1,5 месяца. Мне не было легко это, мне было очень больно. И были дни, когда я просто часами плакала от того, что я понимаю, что есть человеческий фактор, что кто-то не сделал свою работу, и, возможно, твой ребенок бы тогда жил и так далее. Но это все вместе с Богом я проходила. И когда мы уже получили на руки выписки, и у нас была беседа с доктором в той больнице, и она просто сказала пару фраз, которые подтвердили то, что я внутри чувствовала. Конечно, это было все больно, очень больно. Но мы просто просили, чтобы Бог шел впереди нас, и только с Его помощью вообще мы приняли это решение отпустить и простить, потому что мы понимали, это не наш путь. Это не наш путь идти разбираться и вот опять в этом копаться. Мы хотели эту страницу перевернуть. И это наше решение мы сказали семье уже расширенной. Конечно, реакции были разные, потому что это больно. Это очень больно. Да. Но я верю, что это тот был путь, по которому Бог нас вел, и мы увидели только благо в этом для нас. Мы в тот момент не видели, что Бог нас призвал
быть великими решалами, кто сейчас что-то поменяет и спасет через это других людей. Нет. Мы видели, что Бог нас ведет путем мира и прощения, чтобы это не разрушило нас в первую очередь. Но опять же, у каждого свой случай. Если вы верующие люди, молитесь, как Бог вас ведет, потому что иногда надо вступаться, иногда надо. Но наш путь, то, как мы видели, что Бог нас ведет, был такой. И никакие там деньги, там кто-то говорит, вы же там могли бы там что-то получить и так далее. Ну, да. Ну, то есть это ничто не смогло бы компенсировать тот божественный мир, который мы имели. То есть это, ну, сверх уже что-то. Вероника говорит, что, ну, она тебе тоже, да, сказала, ни в коем случае мы не можем там обижаться на Бога, друг на друга, обвинять никого, враг это. И она это приняла. Вот как ты этот процесс проходил? И вот атаки, которые были там на Бога тоже, и может быть на Веронику что-то, ты знаешь, как ты проходил этот момент, как ты справился с ним? Ну, на Веронику, во-первых, особо не было таких, вот если мы так, если анализируем. У меня были на себя больше, наверное, потому что я был в этом процессе, наверное, вот это прям вот внутри. тяжелее. Да, как бы, и меня было с собой В постоянно, вот, смысле? ну, как бы, почему я то не сделал, почему, знаешь, такое самоосуждение, вот, ну, потому что она-то не была там, она была так уже, когда уже было там, вот, ну, последние дни, да, она уже ничего-то не могла поменять. Тем более мы там были, просто присутствовали, уже не от нас зависело, то есть там уже все делали системы, да, и доктора, которые бегали там, суетились вокруг. Поэтому вот для меня были вот эти первые дни, когда я еще мог что делать, вот там у меня было больше суждений. Почему я там то не сделал? Почему, может, по-другому надо было? Ну, я уже сказал ранее. Конечно, был потом на Бога. Это, соответственно, мой был процесс. Как я могу вот это, ну... Я понимал, что он со мной. Я понимал, что вот он так ведет. Но я по-человечески, мои эмоции, как бы, до конца не мог именно человечность свою выключить, да. То есть это была боль, через которую мне надо было все-таки прорабатывать, принимать его вариант в этой случае, в этой ситуации. И при этом с этим вариантом он давал нам все вместе, да. И мир, и покой, и шалом, такие вещи, которые мы, нельзя их объяснить. Мы их прочувствовали, это нелогично, это сверхъестественно, да. Это нельзя передать другому. Это ты находишься в том месте, ты это чувствуешь и принимаешь, да. Но ты все равно, ты человек, да. Ты все равно эти вот мысли твои человеческие, они все равно лезут. И это вот постоянная вот борьба, да. И мне помогла одна мысль, которую мы услышали из одного интервью, тоже одного пастыря, очень знаменитого, который тоже, как говорится, у него умерла дочка 5-летняя, просто из-за астмы. У него на руках. Прямо у него на руках умерла. Хотя, и перед Рождеством, 23 числа. Прям вот в следующий день паковали подарки, там, то-то-то, и прям вот у него на руках. И вот у него такие же самые вопросы были. Господь, где? И он пастырь, он будет большая церковь и так дальше. И мне понравилось, что он сказал такую одну мысль, он говорит, мы должны осознать, что Бог, Он также ненавидит грех, как и мы. Он ненавидит этот испорченный мир. То есть Он ненавидит все то, что мир падший, да, то, что он разрушен, да, и он ненавидит грех, все эти бактерии, все это он ненавидит, да, и он говорит, вот часто мы пытаемся бороться с Богом, вот знаешь, как аргумент у нас, то есть я например, тебе что говорю, я не согласен, я там злой на тебя, я стараюсь как бы вот обвинить тебя, да, найти тебя виновным. Он говорит, часто мы вот так вот начинаем, но говорит, как правильно, что мы осознаем, что Бог, Он равносильно в ярости сейчас от этой ситуации, насколько грех, насколько вот это вот испорченный мир, он может повлиять на жизнь людей, да. Как бы, и вот нам нужно переключиться уже не на Него злиться, а вместе с Ним злиться, да. Что очень важно, например, на какие-то наши ситуации, несправедливости и так дальше, мы должны осознавать, что как бы у нас ум Христа, и то, что мы вместе с Богом можем злиться на этот падший мир, да. То есть вместе с Ним, мы в одной команде, мы не против Него, а мы вместе с Ним. И как бы это мне дало такое, знаешь, своего рода откровение, что мне не надо на Него злиться. Он так же само злится в этой ситуации. Хотя
где-то, как Бог, он мог бы исправить другой, да, вариант, но мы не знаем полной картины. Да. Да, и здесь еще много разных моментов есть, почему именно так произошло у нас. Да, и там можно говорить, знаешь, ну, как ты сказал, да, у вас там веры нет, или что-то там. Разные реакции людей и разные их доводы, да. Но пока ты не стоишь вот здесь у кровати, да, у кровати своего ребенка, и ты просто видишь, как он гаснет у тебя на руках, мне кажется, где еще может быть больше веры, да? Ты говорил, что ты первый раз так, что у тебя и прям и телом, и разумом, и духом, и душой все вместе как будто соединилось в молитву, чтобы... Я реально чувствовал, ну, я там был в этой палате в реанимации, да. И я чувствовал, ну, такое присутствие Божие, как будто реально были открыты небеса. Реально, как будто ангелы ходили вот как в этом, да, видении, как бы вот так вот прям. Ого. Я впервые даже физически это чувствовал. Когда пастыря приезжали туда, они уже в переодевалке уже не могли нормально стоять, потому что, говорит, такое присутствие Божие. Говорит, и это давало им уверенность, то, что Бог воскресит или что будет чудо, да, потому что, он говорит, такое Божье присутствие, ну не может быть по-другому. Ты, говорит, ну здесь невозможно по-другому, как бы. Вот, но случилось вот такой вариант, да. Сейчас о нем поговорим. Да. Последний уточняющий вопрос. Тебе помогло в борьбе с осуждением себя и это вот отношение жены твоей, Вероники, что она как бы не пришла с осуждением тоже тебя, а наоборот, она такая, ну она тебе говорила, да, я борюсь с этим, но такая, давай не будем обвинять. Это было помощью для тебя в борьбе с этим? Конечно. Поддержка. Она в первое, наверное, время она больше за меня молилась, чтобы я не сломался где-то. Потому что так сложилось даже, ну, в нашей жизни, в этой ситуации, из-за разных моментов с ее здоровьем и так дальше, то, что Элечка вообще, она была очень близко мне, как бы, ну вот, даже физически. Я ее вынашивал, потому что у нее не было такой возможности из-за здоровья. Я там компенсировал какие-то моменты по дому, да, и так дальше. Как бы, вот, у меня были с ней намного ближе отношения, скажем так, даже чем с Эммой, да, потому что, ну, как бы, когда Эмма была, то мы вдвоем как бы ее растили, но вот из-за вот такой ситуации, в которой мы находились после родов, да, вот, как бы Элли мне стала ближе именно вот даже физически, да, поэтому она, осознавая это все, она боялась, чтобы я не сломался, во-первых, хотя она сама не меньше давление переживала, и как материнское сердце разрывается, это еще больше, да, но в ней была эта храбрость, и это вот сила духа, да, чтобы она меня ободряла еще больше, и вот поэтому для меня это была большая поддержка. Ее молитвы, ее эти тексты, то, что она говорила, то, что она поддерживала, была рядом, была, ну, то, что мы вместе проходили, это прям очень, очень сильно. Как многое можно избежать и пережить, если вместе люди друг за друга. Как и ты сказал, что и с Богом друг за другом. Типа, вместе с ним, да. Последний вечер в палате, переходим к этому моменту. Вы, я, Элания, мы молимся. Скажу честно, я в какой-то момент, я когда сказал, давайте сейчас просто послушаем Святого Духа, склоним колени и послушаем Святого Духа, я сказал это в надежде, что Он даст какой-то способ исцеления, типа, что нам сделать, чтобы она встала. Но произошло вообще другое, да? Произошло какое-то, если не ошибаюсь, исцеление в тебе в тот момент, да? Что-то внутри тебя произошло. Ну, это не так важно. Ну, в смысле, то, к чему это важно, я имею в виду то, к чему я хочу прийти. Пришел момент, что вы подошли к друг другу, потому что оба чувствовали одну и ту же вещь, и произошло то, что вы приняли самое важное решение в этой истории, как мне кажется. Расскажите, пожалуйста, ну, вот что это было и сам этот момент, ситуацию. Что вы чувствовали? Слава, ты нас погрузил обратно, да, своими слезами. Да, как бы. Это был трудный момент, очень трудный момент, решающий момент. Ну, по факту она уже была мертвая, ну, может, как сутки, но аппараты делали вместо нее функции.
И от этого, наверное, где-то труднее было принять тот факт, что она умерла, поскольку визуально ты видишь, что как бы вроде и грудная клетка дышит, и сердце бьется, да, но это все фейк был. Ну да, ну, как ты сказал, мы молились за воскрешение и были полны веры, на самом деле, реально, казалось, сейчас всю больницу поднимем на ноги. И в тот момент, когда ты сказал, ты говоришь про мое исцеление, знаешь, там были разные такие моменты, где я потом, анализируя, понимала, что враг и там пытался, знаешь, через разные обстоятельства и других людей просто сместить фокус и уничтожить. Кажется, в самый твой уязвимый момент. И опять же, возвращаемся к тому, только потому что, может, ты людей как-то знаешь, и кажется, но он же не будет там то или то, да, но в нашем случае получилось, что какие-то близкие люди, да, оказались как таким орудием где-то. Но это все пройденный этап, слава Господу. Но когда мы уже переключились с каких-то вот таких моментов, где враг пытался вот переместить фокус и сделать еще больнее, да, в тот момент уже, когда мы наплакались, наверное, помнишь, да, ты сказал, давайте склоним колени. Когда мы склонили колени, и все, со всего фраз, что нам там сказано и так далее, мы переместились уже обратно на ситуацию, в которой мы находимся. Мы просто в тишине пребывали в тот момент и просто просили Дух Святой, говори. И я помню, как я плакала, как Эрланд плакал. И мы были в тишине на коленях, потому что, кажется, все уже ты испробовал, и все молятся, и уже кажется, ну уже вставай, давай. Но когда мы так склонились в тишине и смирились перед Господом в ожидании Дух Святой, что теперь, что Господь ты хочешь сказать, настолько четко. И, наверное, первый раз за все эти дни я так честно могла и открыто Богу сказать, говори, я слушаю. Ну, как бы, потому что, я говорю, я избегала этот момент. Потому что где-то внутри было, ну, на фоне тихое понимание, что она идет к Иисусу. И да, и когда смирились и в тишине пребывали, то я услышала настолько четко «отпусти». И я просто начала плакать, и я поворачиваюсь на Эрланда, я вижу, что он плачет, и я поняла, что он получил то же самое. Я у него спрашиваю, что ты услышала, он говорит, отпустить. Я говорю, я то же самое. Но это был очень сложный момент, ты был рядом, и мы плакали очень. И я не могу сказать, что мы сразу сказали, Господь, мы отпускаем. Был момент борьбы такой, потому что чисто по-матерински я не хотела этого делать. Я хотела верить до последнего и видеть результат. И потребовалось какое-то время небольшое, чтобы просто сказать так, не просто, да, отпускаем, а реально, ну, сердцем, душой, потому что Бог-то знает, мы же не можем лукавить. Время там в палате или? Да, время в палате. И, конечно, мы плакали и говорили, Господь, мы отпускаем, ну, то есть воля Твоя, и мы отдаем ее в Твои руки, и просто спасибо, что она вообще была у нас, и знаешь, какой-то вот сверхъестественный такой мир пришел, да, конечно, сердце было разбито, душа разорвана, и словами не передать это ощущение, которое ты испытываешь в этот момент, но при этом такое сильное Божье присутствие, Его мир, такое утешение, понимание, что ты не один, Он рядом, то есть Он был настолько ощутим с нами, рядом. Были моменты, которые, конечно, в тот вечер, в ту ночь были как в тумане. И я не помню, как я с одной точки дошла в другую точку. Ну, то есть такие какие-то, да, человеческие моменты. Да. Но при этом, да, был этот момент. И Бог дал мир. И когда вот мы вышли к людям, которые стояли на улице возле больницы в дождь, молились. Спасибо всем, кстати, кто молился, кто нас поддерживал. 3 или 2 дня, да? Это было просто... С разных церквей, да, это настолько сильно было, просто как раз сильный хотел момент. Спросить, что вы ощутили, насколько важно было для вас, насколько важно в целом, я имею в виду, важно, я имею в виду, вот, насколько повлияло, что вы вышли и вас так обняли. Словами это вообще даже, мне кажется, нельзя описать. Это что-то, извне этого мира. То есть это что-то такое божественное, и как будто сам Бог вот в лице людей, и еще людей, которые ты вообще не ожидаешь, что они там будут. Да, ну, как бы... Но Бог давал силу, и что мы могли продолжать ободрять людей. И интересно, что пока я шла, я думала, что мы скажем, потому что враг как будто рисует тебе картину, что ты проиграл, и ты внутри не чувствуешь, как будто ты проиграл. Нет, ну как бы
И для меня единственное желание было в тот момент, когда мы были у людей и говорили им об этом, просто чтобы их вера в Иисуса не пропала. То есть я всех ободряла: продолжайте доверять Господу. То есть Он хороший, Он благой. То есть мой единственный страх как бы был такой, что вот сейчас кто-то из-за этого уйдет от Господа. Для меня это была уже боль такая, что я просто молилась, чтобы Господь сохрани веру каждую, чтобы никто не ушел. Потому что, как бы, не знаю, вот опять какой-то такой сверхъестественный момент был. Казалось, ты как будто думаешь уже опять за других, да, хотя самому больно, но мне просто настолько не хотелось дать врагу радоваться, что кто-то из-за этого отвернется от Господа или скажет: ну где же ваш Бог, да, там что, ну, не исцелил или еще что-то. И мне как будто вот это стало таким вот, ну, на те минуты, да, таким вот приоритетом, чтобы никто не ушел от Господа, чтобы никто не усомнился в Его любви, силе, то есть, ну, как у тебя было? Да, это был момент, конечно. Это, знаешь, как Господь доминует все чаши меня, да, как Иисус молился в этом Гефсиманском саду. Но если воля твоя или твое решение такое на эту ситуацию, то мы примем ее. То вот я так себе это обозначил, что по моей воле я бы не хотел это, но если надо пить, да, вот нам из этой чаши, вот именно в этой ситуации, то да будет так, и ты будешь с нами, да, как ты был с Иисусом. Вот. И то, что он так говорит, что есть победа. Опять возвращаемся к этому вопросу. Что есть победа. И враг, он может нарисовать тебе: ну ты же не получил то, о чем ты хотел. Ты же не получил там вот это, да. Но по сути, сейчас даже анализируя, да, и так дальше, мы как родители, мы хотим, чтобы наш ребенок был... То есть мы хотим ему самого лучшего. А где самое лучшее место, как быть? Это у Отца Небесного, в безопасности. Да, и это потом я только себя вот утешал такими моментами, я говорю: точно, как бы, я хочу же самого лучшего для своего ребенка. Сейчас и не надо будет там переживать все эти сложные моменты в жизни, да, мне не надо будет стрессовать по ее поводу, как выберет ли она Христа или нет, какую она жизнь выберет, да. Она уже в безопасности, и мы в вечности будем вместе, да. Как бы для меня это было большим, и до сих пор это утешение в моей жизни, да. Конечно, по-человечески, у тебя сердце разбито вдребезги, и ты понимаешь, что, ну, ты больше никогда не обнимешь, да, она тебе не будет там на шее висеть, да, или там носить здесь, или не будет там, знаешь, вот, ну, милая, да, и так дальше. С этой стороны я понимаю и этот момент, но все равно противовес того, что мы в вечности все-таки будем вместе, да, и то, что она сейчас в безопасности с любящим отцом, и то, что каждый день это на шаг ближе к нашей встрече, это мне дает новую надежду, да. Вот, и поэтому я в тот момент понимал, что в любом случае мы не умрем, да, то есть, ну, в духовном плане, мы не умрем, мы будем жить. Я понимал, что это будет очень сложно, да, я понимал, что это будет большая битва, это будет громадная битва, это как новую жизнь начинать, с нуля, да. Фактически у тебя выбили основание из ног, и ты просто падаешь, и пока ты не упадешь и не разобьешься, чтобы тебя опять могли лепить, заново. Вот, поэтому и еще одна мысль, которая мне в первые дни тоже помогла, то, что часто мы смотрим, как сейчас будет жизнь идти, да, то есть как я сейчас буду жить. Но один человек сказал, он говорит: знаешь, жизнь после вот потери, или это травмы, или после чего-то, это как матч по боксу, да, у тебя есть раунды, то есть у тебя каждый день это твой раунд. Ты не думаешь, что будет в 12-м раунде. Ты думаешь, как прожить этот день. То есть ты должен сражаться сегодня. И вот эта мысль обычно, да, вот, что будет через 5 лет, как я смогу жить без нее 5 лет. Вот именно эта мысль, она вот прямо угнетает, она убивает. Ты понимаешь просто, как я сейчас все это вот время буду без нее. Но, когда ты выбираешь, опять же, вместе с Богом, да, вместе с Богом ты идешь и ты борешься, и каждый день у тебя как раунд. То есть ты побеждаешь его. И ты смотришь, потом проходит неделя. Ты выжил, проходит месяц. Ты выжил. Больно? Сложно? Да, сложно, больно. Но ты выжил, ты становишься сильнее, ты прошел свои раунды. И вот так вот ты сражаешься, продолжаешь сражаться, пока весь бой ты не побеждаешь.
Вот. Поэтому для меня это была тоже такая сильная поддержка. И это можно, скажем так, определить к любой ситуации в жизни, да, к любой сложности, что мы должны думать на сегодня. И даже в Библии написано, да, Божья милость она обновляется каждый день, да, у меня достаточно благодати, да. То есть Он посылает своевременную помощь, то есть помощь для своевременной ситуации, да. То есть Бог, Он работает в данный момент в нашей жизни. Он не обещал тебе, что когда-то я буду с тобой, Он говорит, я с тобой сейчас, да. И мы вот проходили этот момент, этот процесс, именно с этим мы сознаем, что Он сейчас с нами, что мы не одни, хотя по чувствам часто бывало такой, знаешь, период затишья, как будто ты вообще не чувствуешь Бога. Ты как бы осознаешь, что Он с тобой, но ты его не чувствуешь. Как будто, знаешь, ты сам идешь в темноте, ты понимаешь, что надо идти, и ты знаешь, что Он где-то есть, Он на тобой смотрит, но ты его не чувствуешь, что вот прям Он тебя где-то, знаешь, не знаю, там, привязан к себе или там тащит тебя. Нет. Разные есть моменты в жизни, но вот в этот момент именно казалось, по крайней мере мне, что везде тишина, темнота. Ты просто идешь вот верой как будто, не осознавая вообще, как, что будет, новый период, вообще не знаешь, чего ожидать, но ты знаешь, что с Богом мы пройдем, как бы, и то, что Он с нами. Интересно, вот я сейчас вас слушаю, и тоже мы это обсуждали уже и с семьей, и близкими, и с вами не раз. Но снова думаю о том, что вот, учитывая все эти нюансы, и ведение до за 9 месяцев, и ведение во время, те, которые опытом и как раз этим испытанием оказались, что вот эти правдивые, и то, что ты сейчас говоришь, вот, что Бог, ты знаешь, что Он с тобой, ты это чувствуешь, вот Он давал мир и давал поддержку, и я сам был свидетелем ситуации, где на наших молитвах, даже у больницы, в момент, когда мы молились за Элечку, Бог действовал для людей там на улице, вот друг между другом в молитве. Ну и много чего, и мы видим поддержку Божью вам, и то есть Он с нами, и это для меня, я не знаю, как-то автоматически, наверное, исключает, что враг что-то мог у вас украсть, забрать, там, Ильяну, или что такое, или вот что не домолились, не доверили. Это звучит вообще как-то странно, учитывая все эти нюансы, настолько явлен Бог, настолько явно присутствует, и это вот, это просто исключает этот момент, что враг что-то украл. Ну, Бог у руля, Бог был с вами, Бог есть с вами, это очень ободряет. И ты сейчас, когда говорил, ты упомянул о надежде, которая есть у вас, и ты в социальных сетях не один раз, когда об этом пишешь, ты говоришь о надежде, что мы скорбим, но не так, как люди, у которых нет надежды. Да. Можешь поделиться, рассказать вот чуть об этой надежде, что это за надежда, и об отношении к смерти как таковом, к смерти. Конечно, когда ты настолько столкнулся со смертью, да, многие какие-то стереотипы или мнения, или мысли, которые ты думал, что это так или так, много что уходит. И я сама была в таких ситуациях, где казалось, что я уже иду к Иисусу, и эти ощущения, которые ты испытываешь в тот момент, они отличаются от тех мыслей, которые мы просто имеем в повседневной жизни, потому что есть как бы мнение и в мире, и так, и у верующих, что смерть это что-то страшное, это что-то, да, это больно для нас, для тех, кто остается, но для человека, который живет с Богом, и Павел говорит, что это приобретение. И мы просто видим даже вот в этом процессе скорби, что, болит-то нам, не тому человеку, кто с Иисусом уже радуется, у которого все сейчас хорошо. Больно нам. Почему? Потому что мы люди, мы привязались, мы любим, мы же думаем о себе, что нам этот человек дал. Как Эрланд уже говорил, на самом деле мы увидели, насколько мы, как люди, мы большие эгоисты. Потому что нам болит больше от того, что у нас больше не будет ее милого голоса, ее объятий, ее любви, того, что она нам давала. Мне не будет о ком заботиться, о таком маленьком, классном, замечательным. То есть ты когда
если так искренне смотришь на себя изнутри, ты понимаешь разные моменты и видишь как бы по-другому. Я не говорю, что это плохо, нет. Ну, как бы, конечно, мы призваны, чтобы мы любили друг друга, заботились и так далее. Но на самом деле для меня сейчас смерть это больше как переход к Иисусу, именно физическая смерть, да, если ты верующий человек. Но все вот что самое страшное, что я поняла, что самое страшное это духовная смерть. То есть не физически, когда мы умираем и идем в лучшее место, мы в каждой мечтаем там быть, просто с ним все закончится, все слезы, вся боль и так далее. То есть это радость, это реально приобретение, и это меняет перспективу. Страшно и ужасно, когда человек духовно умирает. То есть когда дьяволу удалось своровать человека для вечности в аду. И вот это страшно. И как бы больно, да, когда близкие умирают, да. Но вот эта надежда, о которой я пишу, она настолько вот такое откровение мне дала. Я могу скорбеть, это нормально, и плакать, и так далее. Но я это не делаю как вот надежду не имеющую. Я имею надежду, потому что Божье Слово говорит, что мы в вечности будем вместе. И опять же, за последнее время мое представление об этом тоже где-то поменялось, потому что я там уже не буду как мама с душевными связями. То есть там уже это не будет, важно это. То есть я поняла, что вот, и может я ошибаюсь, но я для себя это так поняла, что душевность и все вот эти связи, которые мы имеем, это все Божий подарок здесь на земле, чем мы можем наслаждаться, но, к сожалению, мы часто это портим и пренебрегаем этим. Но это дано нам на тот отрезок времени, пока мы здесь на земле. На небе там уже не будет такой связи, как мы себе представляем. Мы уже будем там, новое творение там будет по-другому. То есть, и я не знаю, навряд ли я уже буду относиться к Элечке так, как относилась здесь на земле, да. То есть она уже будет мне, возможно, как просто сестра во Христе, или мы просто будем вместе Господа славить. То есть нет, такие вот какие-то мысли, размышления, что вот это все душевное, это здесь на земле больше, и это формирует нас, это помогает нам возрастать в образ Христа, это здесь важно. Там мы уже будем в совершенной радости со Христом, и наш фокус, он будет уже на нем, на Боге, да. Здесь мы и Бог призывает нас быть в отношениях и выстраивать отношения и так далее, но это все здесь. Как будет там, увидим. И это мне где-то дает такое тоже, такое утешение и надежду на то, что мы будем вместе, но опять же я понимаю, что я уже никогда не буду больше ей такой мамой, как я была здесь на земле. То есть там я для нее не буду самым главным человеком. Самым главным будет Христос для нас. И это как-то смиряет, и, не знаю, как-то внутренне, да, как-то смиряет и не позволяет тебе вот встать на какой-то такой пьедестал, не знаю, знаю, что вот мы такие супер важные, незаменимые. Мы важны, да, и мы нужны, и у Бога для каждого есть план и дар. Но как-то вот смиряет в плане, что я не самая главная персона. И я не единственный человек, кто теряет кого-то. И я возвращаюсь к вопросу, что помогло. Помогло тоже то, что мы видели как минимум 2 семьи, которые проходили через это, прошли, и у которых есть жизнь после этого. И я помню, как 2 дня до того, как Элли умерла, я не знаю, почему я просто посмотрела на Эрланду и сказала: знаешь, Эрланд, даже если она уйдет, но я верю, что Бог, Он даст все необходимое нам, чтобы мы прошли это. И я бы сказала, хотя я не хочу, чтобы она уходила, но вот как-то вот я это высказала в вере, что даже если так произойдет, Бог даст все необходимое, чтобы мы могли пройти через это. И опять же, пример других людей, которые проходили через это и остались вместе, и остались верными Господу в служении, и Бог благословляет и так далее. Поэтому, да, когда ты доверяешь Господу, идешь вместе с Ним, но очень много что открывается, глаза по-другому, перспектива меняется. Дьявол, он очень запугивает. Он очень запугивает смерть, он очень использует травмы, которые ты пережил, потому что это травма, которую мы пережили. И мы проходили через эту травму, и где-то до сих пор есть какие-то триггеры. Но я еще раз через эту ситуацию поняла, что враг, он просто копирует, и он запугивает, и он дает вот этот страх.
А Бог говорит, что Он прогоняет страх. Совершенная любовь прогоняет страх. То есть, какой бы исход ни был, мы не должны бояться, потому что Бог, Он не дает страх, дает враг страх. И как бы я думаю, что каждый день мы должны жить с осознанием того, что в какой-то момент мы перейдем в вечность к Господу, и тут уже тебе будет уже, по сути, все равно, ну, как бы, будет больно тем, кто остался. Да, это интересные моменты, интересные вопросы. Это ободрительно, очень, да, такое, ну, помогает понять, наставляет. Ну, мы поняли, чуть-чуть Эрланд поделился вот его, как бы, пониманием Бога и как он там смог на него не обидеться. Хотел тебя спросить, почему у тебя такое отношение к Богу, что ты говоришь, Господь, не Господь, а Эрланд, там, нам не надо ни в коем случае обидеться на Бога, обозлиться, обижаться, ну и так далее. Почему, откуда у тебя это? И из-за чего такое отношение к Богу? Хороший вопрос, откуда? Ну, знаешь, все мы родом из детства. Да. На самом деле, я благодарна Богу за всю свою жизнь, за весь опыт, который я имею в своей жизни. Я думаю, что весь тот опыт, который я проходила до смерти Элечки, он назидал, он созидал, и он как бы укреплял этого внутреннего человека, давал какую-то стойкость. Как бы у меня бэкграунд, скажем, другой, как у Эрланда. Я выросла в абсолютно другой семье, в других условиях, и то есть я в жизни много боли испытала, и физической, и душевной, и разной боли, и потери. Много-много всего было в жизни, и Иисус, Он всегда был моим другом во всем этом. То есть Он единственная личность, персона, который всегда был рядом, который никогда не подводил, который никогда не оставлял, не предавал. То есть с детства я попала в воскресную школу и возрастала как подросток, и у меня всегда было осознание, что это самое драгоценное, что у меня есть. Wow. Может, я не всегда умела проявлять Ему свою дружбу, любовь, внимание, потому что я росла в очень холодной среде, где не было таких каких-то близких отношений, я больше была сама по себе. Но это, как бы, я уже росла с осознанием, что Он самое ценное, что у меня есть. И я, как бы, по Божьей милости выстраивала, наверное, свою жизнь так, что Он будет приоритетом, как бы. У нас разные сезоны бывали, да, но я всегда старалась и стараюсь с Богом честно выговаривать все. Поэтому, как бы, в случае с уходом Эли это очень меня разбило, конечно, внутренне, но понимаешь, когда ты годами живешь с пониманием и осознанием, что ни один человек, никто никогда не может заменить тебе Бога, и вообще то, что Он ради тебя сделал, откуда Он тебя поднял, как Он тебя вел, то есть, ну, для меня просто нет другой опции. Я не знаю, может, люди есть, которые могут обижаться. Для меня нет такой опции, потому что я понимаю, кто я и кто Он. То есть откуда Он меня вытащил, для меня это до сих пор чудо большое, что я из неверующей, неблагополучной семьи, Он меня просто увидел и поднял. То есть кто я, чтобы говорить Ему или обижаться на Него. Да, у меня есть иногда злость или еще какие-то, но я Ему прошу, чтобы Он мне помог с этим справиться. То есть, да, я понимаю, что если не Он, я просто пропаду, как бы. То есть я не знаю, как может это так объяснить и понятно ли это. Хорошо объясняешь. Но я завишу от Него, как бы. Я у Него на миссии, на работе, не Он у меня. И мне кажется, очень важно понимать по жизни нас, как у верующих людей, вот правильную вот эту субординацию, что Он есть наш Господин, Он есть наш Господин. То есть Он выполняет наши требования, молитвы и так далее. То есть Он есть наш Господин. Мы те, кто под Ним. И да, мне больно, но я без Него не могу. Поэтому уже в первую ночь я говорила, у нас просто нет такой опции, варианта, потому что никогда в жизни у меня не было такого варианта, потому что он как воздух мне нужен. То есть, и это, наверное, какая-то Божья милость и такая хорошая зависимость, созависимость, потому что у меня, и, наверное, тоже сыграло то, что у меня не было рядом именно людей таких,
на которых я могла бы полагаться или вот свое упование ставить. Всегда был Бог и только Бог. Как бы Бог через людей помогал, да, но у меня не было, ну, то есть я не вышла со среды, где я могла вот положиться там на родителей или на их статус, или на их деньги, или еще на что-то, на какие-то связи. Нет. Все, кто я есть, и все, как Бог вел, это все Он мне дал. То есть Он главная такая опора и поддержка, и поэтому, наверное, где-то было больше страшно за Эрланда, потому что я понимаю, что он рос в другой среде, и может у него вот эта необходимость в Господе, она может где-то не так, ну, не то что сильна, но как бы у него всегда был рядом, ну, как бы такой, ну, безопасная среда, скажем, где-то, да. То есть, а у меня было чуть по-другому, и моя безопасная среда всегда была в Господе только. Поэтому, но это тоже Божья такая благодать и милость. Я не хочу как бы брать заслугу в свой адрес. Нет, это Его милость и благодать. И то, кем я стала, и какие-то трудности, через которые я проходила, опять же, это Он. Если бы не Он, меня бы не было. И я это четко понимаю. И поэтому в этой ситуации я понимала, что какая-то боль или то, что я вот не получила то, что я хотела, она не может встать выше. Хотя были моменты, когда душа хотела брать верх, но Дух Святой говорил, Дух берет верх, душа берет под Духом. Помню момент, может быть, чуть-чуть затронем тоже, переходя так, помню момент с Эмочкой, когда у нее была истерика, да, и я присутствовал, на нее очень сильно повлиял уход сестры, тоже своя борьба, все это логично, да, и я помню сам, когда увидел определенный момент ее вот плача, и, в общем, один момент, у меня прям с уст сошло прям, Господь, почему ты такой жестокий? Ну, я понимаю, что он не жестокий, и потом ты общаешься с ним и говоришь, Господи, я думаю, он тоже нас понимает, он более понимающий, чем мы даже, он не сравнить вообще-то, не сравнить. Но все же вот такие моменты, если взять вот такие вот ситуации или вопросы просто, а почему, а для чего, а стоит ли это того, даже если ты какой-то смысл в этом находишь, вот эти все вопросы, как вы для себя, как вы к ним относитесь, и как вы для себя, скажем, какую позицию выбрали вот в этом. Вопросы Богу. Почему, для чего, как и так. Насчет этого, если можете рассказать. Ну, знаешь, как есть часть вопросов, которые они, наверное, будут присутствовать до конца жизни. Где-то, да, какие-то там вопросы. Да. Есть разные, скажем так, личные такие, ну, можно сказать, откровения или такие, как результат пришел, да, какие-то, или ответ какой-то. Например, да, если мы говорим о любви Божьей, и то, что вот мы здесь все об этом говорим, да, что какую-то пользу как бы принесла, да, эту ситуацию. Эта вся ситуация принесла какую-то пользу, можно сказать, многим другим, да, но, возможно, не нам, потому что мы ожидали другого ответа, да. Но в конце она принесла все равно пользу нам тоже. Как бы она укрепила нас, она поменяла нас, она открыла нам глаза на какие-то вещи, да. На самого Бога, на окружающих, на нужды, на друг друга, на нашу дочь и так дальше, да. Как бы это одна часть. Но одно, наверное, самое такое, одно из таких сильных откровений, что я для себя получил, именно о любви Божьей. Как бы, какой бы парадокс это ни был бы, да, в такой ситуации, но я просто понял, что насколько Бог, Он любит мир, что Он послал Своего Сына Иисуса Христа умереть за всех нас, да. То есть, для меня открылось Евангелие под другим углом. Я понимал, что моя дочь, она сейчас погибла, ну, можно сказать, она умерла, да, ради, можно сказать, косвенно, что ради блага где-то других, да, то есть это принесло благо каким-то людям. Ну да, через это Бог действует. Да, через это Бог действовал, да. Это правда. Это правда, да, это факты, да. Это факты, да. Но я осознал, что я не так люблю людей, чтобы я сам бы выбрал отдать свою дочь
даже если за лучшего друга, или там, извини, да, Вообще, не дал бы за тебя. вообще. Вот. Но сама суть. Даже Я не мог бы ни за кого отдать ее, потому что я и настолько люблю людей, даже за самых близких. Даже смотря то, что это принесет потом плод. Мгм. Да, я еще настолько духовный. Да, может, когда-нибудь буду, не знаю. Но я осознал здесь, что Бог, Он отдал своего Сына единственного, Иисуса Христа. И Он дал его не просто там какой-то болезни, или там вдруг заразился Иисус чем-то, да? Нет. Его целенаправленно убивали, можно сказать, да. И Он отдал не за лучших людей, не за лучшего друга, а за врагов. Да. И в этом есть непонятность Божьей любви совсем, как бы, ну, лично для меня, да. Говорю, как? Говорю, я так сильно люблю свою дочь, я бы не отдал ее за кого-то вообще. Говорю, ну насколько Бог, ты любишь нас, людей, которые тебя предали, которые, ну, стали твоими врагами, которые бунтуют против себя, да, которые посылают и так дальше, хотят жить своей жизнью, да, а потом обвиняют опять же тебя, да. И ты ради таких людей отдал своего единственного сына, единородного, который прожил идеальную жизнь, и которого же эти же люди и убили. Представляешь? Как бы вот это для меня как бы открылось под другим углом. Я понимаю, что я не понимаю Божьей любви до конца. И не пойму никогда. Но Он так сильно нас любит. И до сих пор любит, да. Поэтому как бы, это одно из таких важных откровений, что я для себя принял. И я очень благодарен Богу за Его любовь. То есть какие-то вещи перевешивают вопросы эти. Да, да. Какие-то вот такие вещи, они как бы, можно сказать, перевешивают, да, но и заставляют нас сжиться с тайной, да. Фокус сместить. Да, и смещаем фокус, как бы, вот, с каких-то вещей. Часто мы хотим получить ответы, но по факту, да, по факту, как я говорил, это не вернет. Даже если мы пошли бы судиться с кем-то, да, это не вернуло бы ее, по факту. Ну это бы, возможно, перечеркнуло, наоборот, все, что Бог хотел сделать. Да, и в нас, и этот, да, мы бы там, может, получили какую-то там финансовую компенсацию, может быть еще, да. Но что бы это перевесило? Что? Ничего. А то, что мы отдались полностью в Божий процесс, и Бог сейчас работает и в нашей жизни через это, и в жизни других людей, даже с таким исходом. Это все эти ответы или эти откровения, которые мы получаем, да. И там можно было бы еще много их сказать. Но это все перевешивает эти вопросы. Потому что эти вопросы, они не вернут ее, и это также в долгосрочной перспективе тебя не утолит твою боль. Да, и ну, для меня, у меня были вопросы, поскольку ты знаешь, тоже я человек вопросов. Я другим задаю много вопросов и сама внутренне задаюсь вопросами. Такой склад ума просто. И, конечно, у меня были вопросы, меня мучило то, что я не знаю и не понимаю, потому что мы как люди, мы хотим знать и понимать, чтобы в следующий раз не попасться на те же грабли, даже с этой перспективы. И было какое-то время, когда меня очень мучило именно тот факт, что я поняла, что я не могу принять ни одну сторону христианского мнения, ни вторую сторону христианского мнения. Одна сторона гласила: дьявол украл, но ничего, Бог воздаст. А вторая сторона гласила: ну, значит, Бог допустил, его воля на это была. То есть я оба эти варианта, меня прям до дрожи. Я не могла принять ни одну, ни вторую сторону. Первую сторону из-за того, что с какой-то стати вообще он может прийти и украсть что-то, что не принадлежит ему, ни что он давал, не создавал. То есть Алишкина жизнь, она создана Богом, мы посвятили этого ребенку Господу. То есть каких это таких вообще... Ну и она сама, ей вот почти 4 было, да? Да, она прославляла, на коленках молилась. стояла, да. молилась. То есть я с уверенностью, то, что Бог дал, то есть и она в Божьих руках. То есть я каждый день, как мама, молилась за защиту крови Христа на своих детях, то есть посвящали мы Господу и так далее. И то есть этот факт я не могла принять, да, что он может зайти и забрать то, что не принадлежит ему. И забрать куда? Что забрать? То есть, то есть, опять же, вопрос, я уверена, что она с Господом. А второй момент был очень больный, что Бог вот допустил, или Божий план, потому что я не могла принять, как любящий отец вообще мог тогда допустить, что она так мучилась и страдала.
То есть, если хотел бы забрать, почему он просто не забрал? Ну, то есть, вот этот момент страданий, который мы видели ее, для меня это, мне просто это разрывало как маме сердце. И честно скажу, был период, когда я поняла, что сейчас момент, когда я заново должна начать верить в Божью любовь, утверждаться в Божьей любви и начать верить в благость Господа, то есть утверждаться в благости Господа. То есть я честно призналась перед Богом, что я подразочаровалась где-то, подсомневалась именно вот в этих качествах, хотя я знаю, что он такой, но именно вот этот фактор, он сыграл, что я опять начала в это углубляться, чтобы утверждаться в этом, несмотря на этот опыт, который мы увидели. И даже не один раз, много раз Эрланд мне говорил, когда он видел, что меня просто кидает, и я просто мучаюсь от этих внутренних вопросов, моментов, и нет ответа. И как Эрланд говорит, и Бог как будто молчит, и тишина, и, нет бы сказать там так. Ну, да. А есть какое-то молчание, и тебе надо выстоять в этом молчании, остаться верным. Но опять же, только по милости и благодати Божьей. Мы не сверхлюди, мы не можем. Только Его милость и благодать. И он мне несколько раз говорил: Вероника, тебе надо уже определиться, во что ты веришь. То есть у него таких мучений не было, потому что он для себя сразу определил, как определил. А я несколько месяцев жила в неопределенности, и именно это меня мучило. Что я не понимаю, кто виноват в этом, да. И он мне несколько раз говорит: когда ты определишься, во что ты веришь, как ты это принимаешь, тебе станет легче, ты перестанешь внутренне мучиться. И слава Богу, что я дошла до момента, то есть вместе, опять же, с молитвой, с Богом, дошла до момента, когда я приняла решение, именно решение отпустить эту ситуацию без ответа. То есть я не получила ответ, кто автор этого, нет. Я знаю, что автор болезни дьявол, да, но я не хочу больше, то есть я приняла решение, что я не буду давать оценку, это сделал Бог или это сделал дьявол. То есть я оставлю это под знаком вопроса, и оставлю это как таинство. Потому что есть моменты, которые мы не понимаем и не знаем, это как мистерия или как по-русски, как таинство, да. И кому Бог хочет, Он открывает свои тайны. И когда я отпустила этот момент, перестала копаться в этом, реально пришел мир и как будто свобода. Просто свобода, что я больше не страдаю. То есть я знаю, какой Бог, и я продолжаю Его славить. Я знаю, какие у Него качества, и продолжаю познавать, потому что Он больше, чем мы понимаем и представляем. И я просто отдала это незнание, потому что мне очень хочется знать и понимать. То есть. Но я отдала это незнание, я смирила его перед Богом и просто сказала: это окей, что я не знаю. Приду на небо, узнаю, но будет ли это важно, уже навряд ли. Я хочу максимально просто сейчас служить и делать то, чтобы это принесло плод. То, что Бог запланировал, и как Он обращает все во благо, это 100% так и есть. И поэтому моя сейчас задача больше работать именно вместе с Богом, чтобы это принесло благо. И чтобы дьяволу не дать возможности радоваться, что он что-то победил. Украл, забрал, да, победил. То есть Эрланд так, но я для себя это просто оставила в воздухе, и я не хочу давать оценку в одну сторону или в другую. Я точно знаю, что Бог был с нами в этой ситуации, Он проводил, и Он есть с нами. Вот это я точно знаю. А все остальное, это уже пусть останется тайной. Насколько полезно было вам, я знаю, что вы ходили в группу поддержки тех, кто кто-то потерял, и также вводили дочь, старшую Эмму, вводили к доктору на терапию. Насколько это важные и полезные процессы, даже для других людей, может, кто нас смотрит, и стоило ли это того, надо ходить и так далее, даже как христиане, потому что у некоторых такой вопрос может возникнуть, а надо ли христианам? Возможно. Я, может, начну. Мы начали с группы для именно родителей, которые потеряли детей. В какой-то момент я почувствовала этот запрос, потому что в какой-то момент ты чувствуешь себя очень одиноким и одним, как будто ты один проходишь, потому что в окружении у нас нету больше никого. И дьявол, конечно же, он тоже не дремлет, он подкидывает всякие мысли и так далее. И просто было уже много раз
на протяжении какого-то времени, что мы чувствовали себя реально другими, аутсайдерами какими-то, и взгляды людей, и боязнь подойти. Да, даже в христианском обществе. И создается чувство, что ты реально один такой неудачник, ну, как рисует враг внутри, да, что проигравший неудачник. И я просто увидела, что есть группа вот для родителей, и я поняла, что нам надо пойти. У меня не было там больших сильно ожиданий, но я чувствовала, что это надо просто сделать. И это помогло во многих аспектах лично нам, но при этом мы видели, как Бог употребляет нас для других людей, потому что в основном они все были неверующие. И мы видели просто, как через то, что мы говорим, через то, что мы можем вот ободрить и указать на надежду на Господа. То есть они знали, что мы в пасторском служении. Мы видели, как Бог даже посреди того, что мы сами в боли, но Бог служит, то есть другим через это. Ну и опять же, вот это чувство, что ты не один такой, что вот еще есть реальные люди, реальные родители, реальные истории, и где-то ты даже уже за них больше переживаешь, потому что просто ужас, и еще ты думаешь, как вообще через такое проходить без Бога, но ты можешь им сказать, что есть Бог, да? Это очень послужило и нам, и им, мне кажется. Да, 100%. Да. Да, и потом, конечно, ну, мы поняли, что и для Эммы тоже надо. И уже вторую группу мы пошли именно из-за нее больше. И, ну, конечно, там было и для детей отдельно, и мы, конечно, не будем же ее просто там оставлять, мы сами пошли тоже в взрослую группу, что тоже было хорошо, и тоже нам полезно узнать, и тоже ободрить некоторых, опять же, людей. Как бы, мы-то шли больше с миссией такой, наверное, дать людям, по крайней мере, я, потому что я понимал, что Бог нам компенсирует очень большую терапию, да, скажем так. Где-то вот лично я по моему состоянию понимал, что Господь, Он исцелял уже многие моменты. Да. И как бы здесь мы шли ради Эмочки больше, чтобы у нее была эта атмосфера, где она может с такими же детьми выговорить. Мы-то еще можем друг с другом, да, но она одна, как бы вот. И как было важно вот ей найти вот таких вот самых детей, да. Получилось? Да, слава Богу, получилось. Ну, как ты говорил, да, что у нее были вот эти истерики, и были очень сложные моменты, очень сложные, да. Когда вот ты говоришь, что Бог, ты жестокий, у меня были моменты тоже злости, когда я просто говорила, просто плакала, уходила, говорю, Господь, вот где благо, ну вот сделай что-то, где вот это благо, ты говоришь, что ты все обращаешься в благо, у нас ребенок просто с ума сходит, да, и ты как будто ничего сделать не можешь, это страшно, разрывало сердце, и как будто Бог не отвечает на тот момент, да. И просто, да, в определенный момент мы поняли, что есть такой запрос для нее, потому что она много раз говорила, что она одинока, она чувствует себя одинокой, потому что у нее в окружении тоже нет детей таких. И просто Бог так устроил, что мы попали в группу. И да, там умерли в основном отцы у детей, но все же она была среди детей, которые тоже переживают, ну, потерю и боль. И это принесло в каких-то аспектах такое исцеление и помогло нам лучше ее понять, как мы можем ей помочь лучше. То есть и при этом мы могли отделиться своей историей, и наши вот даже то, как проводы были, да, что мы праздновали жизнь, мы это все рассказывали, и для людей это открывало просто другую перспективу, ну, как бы к ним жизни очень проговаривало, да, это. То есть мы видели, что Бог в разных аспектах и через эти моменты действует, и если как бы люди чувствуют, что им это надо, и Бог так ведет, то я не вижу в этом ничего плохого или там недуховного. А если взять ваши взаимоотношения с Эммой, ну, не вдаваясь в детали, в общих чертах, потому что как это для вас вызов именно личный мужа с женой, так и родители с другим ребенком, который остается. Какие-то, может быть, общие заметки, какой-то... Я сам со стороны вижу, что есть прогресс, есть рост, слава Богу, все идет вперед, и у Эмочки, и у вас. Что помогло, что помогает, правильно будет сказать, что помогает в этом процессе, и как родителям вообще в таких моментах тоже, ну, относиться и реагировать к ребенку, который остался. Ну, будь он старший, младший, это уже детали каждого, а вот именно как, да, относиться, реагировать, потому что было тяжело реально. И да, даже... Я даже Надежда пропадала где-то. Да, и вот как, типа, ну, что делать?
Ну, наверное, скажу с своей стороны, что я для себя, может быть, получил или принял, может, не совершенный ответ, но обращать внимание на это. То есть нельзя игнорировать такие вещи. Это первое. Ты не можешь сказать, ну ладно, ну типа пройдет как-нибудь само. Нет, это нет, это надо обращать внимание. Как обращать внимание, это уже другой момент, да. Второй момент, наверное, сделать такую атмосферу или место, где ребенок может выговорить или выбрать, или выкричать, или выбить, да, все, что у него внутри есть, да, потому что понятно, ну, как бы, что это не может остаться внутри, это разрывает, да, это разрывает, и надо как-то это выбрать. Проблема, когда вот мы сейчас поняли за этот год, общаясь с разными специалистами и с разными людьми, что проблема, когда ребенок закрывается, то есть, когда все затихает, и как бы человек начинает смотреть в одну точку, и все, у него как бы все, рушится мир. Это очень плохо. Когда наоборот, все выходит, это значит, что это идет хороший процесс. И вот мы, как родители, мы должны, знаешь, сделать эту безопасную зону, где человек может это все выплеснуть. Даже когда нам самим это просто, ну, были моменты, когда надо было держать, там, были моменты, когда надо было там советовать, да, какие-то вещи. Но, конечно, ты сам видел, да, в таких истериях, ну, истериках она не контролирует какие-то свои действия тоже. И поэтому нам, как родителям, надо понять и, конечно, молиться у Бога мудрости, как вообще помочь, да, проявлять любовь все равно, стараться снисходить к этим моментам. Хотя самим казалось, ну сколько можно, там 2 часа, 3 часа бывало, просто такие эти вот, просто такое, как он называется, истерический этот порыв, да, такой, просто ты не можешь их остановить, ты стараешься обнять все равно, как бы, ну, и вот такие моменты, слава Богу, это все урежалось, то есть становилось все реже, да, этот процесс шел в правильную сторону, но сколько это нам причинило тоже каких-то, знаешь, вот личных переживаний, когда ты сможешь, как помочь ребенку. Ты только что одного, как бы, ну вот, можно сказать, попрощался с одним, да, а у тебя же есть второй еще, и как сейчас сделать, чтобы он не пошел бы вслед, как бы, вот, даже ментально, да, потому что по статистике даже говорят, очень многие, они сходят с ума, когда теряют... Дети. Именно дети, да. И взрослые тоже. Ну, и да, с ума сходят, и спиваются, и самоубийства делают, и наркоманятся, и расходятся, там, по-разному, да. Но дети, очень часто у них дают на ментальную, если не лечить, и нам доктор тоже говорил, что если у него не пройдут вот эти вот порывы, то надо уже медикаментозно, ну, как-то влиять, да. То есть успокаивать нервы, потому что ты уже не можешь, это уже можешь на сердце дать и дальше. Извиняюсь. Поэтому так мы проходили такой момент, мы пытались, да, 1, 2, 3, но потом вот эти инструменты, которые ты учишься впоследствии всяких встреч, всяких терапий, общения с другими людьми, ты понимаешь уже, что и как можно делать. То есть, как помочь человеку вынести все, что вот у него накопилось, да. И это основная, вот, что для меня было очень интересно, что основная вещь, как это можно сделать, это через креативные какие-то вещи. То есть, это все идет через ту часть мозга, которая отвечает за креативность. Для меня это было открытием. То есть, мы логикой это не можем выбрать. Мы логикой это не можем выбрать. Это мы все можем выбрать только через какие-то проявления. Поэтому часто идут на песочную терапию, да. Часто идут, напиши что-нибудь сам себе, там, не знаю, там, намалюй что-нибудь там на этом, да. То есть сделай что-то руками, вынеси это внаружи, пиши стихи, песни. Вот поэтому это все очень важно, вот именно как-то вот в креативном виде выносить, да. Для меня это было открытием, я так подумал, вау, значит, мы на правильном пути были с Эмочкой, и вот в одной терапии, во второй, в третьей. И до сих пор мы продолжаем это делать. Вероника побуждает ее, вот напиши себе в тетрадку все, что там вот тебя беспокоит, например, сейчас, да, вынеси эти все вот мысли, все это вот на тетрадь, то есть высвободи то, что у тебя скопилось. Хочешь плакать? Плачь. Как бы мы поняли, что мы не должны, знаешь, затыкать, да, когда у тебя есть эмоции, как бы мы должны их иметь эту свободу, быть честными к себе, да, то есть высказать. Да, но при этом, как взрослые, мы должны помогать, чтобы это было
дрожь, ну, безопасно, чтобы да. это не было с какими-то экстремальностями, как и у Эммы это бывало. То есть все же присутствуют какие-то рамки, ну, не какие-то, а определенные рамки, дисциплина. Это очень-очень важно, чтобы у ребенка не было хаоса. И даже при этих порывах, что есть эмоции, учить и показывать ребенку, что есть безопасные виды, как это все, ну, выплеснуть, чтобы это не поранило ни тебя, ни другого человека. И очень важно то, что мы учились, и вначале, конечно, нам самим было очень-очень больно, и у нас не всегда получалось, и были моменты, когда мы просто проигрывали, да, и очень важно за вот поведением ребенка увидеть нужду, о которой он кричит. То есть, ну, мы как родители часто, как взрослые, реагируем на его поведение, не замечая ту нужду, которая в нем просто вопиет, и поэтому он так ведет себя, да. И это, опять же, был процесс, которому надо было обучаться и давать вот какие-то механизмы ей, чтобы помочь, потому что она же тоже страдает и мучается, ее боль разрывает, она не знает, она сама не может это одеть в слова, да, и мы как родители должны были помогать в этом. Но чтобы ты мог помочь тебе самому, надо как-то выздоравливать, то есть не всегда это легко, поэтому иногда хорошо привлечь кого-то, да, еще со стороны и помочь. И опять же начинается же со стороны ребенка манипуляции разные, потому что все балуют, все хотят типа помочь как-то. И опять это другая крайность была, с которой нам надо было бороться, и то, что все как-то помогали, поощряли, все покупали, дарили, это вообще не помогло. То есть потом нам надо было отставить какие-то границы. И сейчас плюс-минус мы уже, слава богу, на какой-то более такой стабильной Я как раз хотел спросить, да, как мы, окружающие, можем помочь, типа. Да. И в голове было, кроме как не лезть. Работать в команде с родителями, это точно. Потому что то, что мы увидели... Сообща, да? Да, и как бы держаться тех установок или правил, или тех границ, которые есть в доме. То есть не рушить авторитет родителей. Но это такие процессы на самом деле, и то, что вот Эрлан говорил, и плюс еще вот давать ребенку выговариваться, потому что иногда мы вот видим, и мы уже как будто вместо него решаем, что он чувствует или что у него, то есть и как будто мы закрываем ему уже рот, но не лезь со своим вот мнением или как тебе кажется впереди, пусть он сам выскажет, потому что может он сейчас испытывает что-то другое, как бы, а нам вот кажется, да. И второе, что я для себя сразу решила и поняла, и Эрлан говорила, что нам надо быть самими честными с ней в том, что мы чувствуем. То есть мы можем плакать, мы можем говорить о том, что нам тоже больно и так далее. То есть не делать вид, что вот все, мы такие сильные, да, и вот мы пройдем, и вот и так далее. То есть говорить и о своих страхах, говорить о своей боли. Вы делитесь с ней. Да, конечно, и плакать вместе, там, грустить вместе, вспоминать и так далее. Это очень-очень важно. Потому что даже вот на протяжении этого времени мы видим, как Эмочку травмирует то, что люди игнорят этот факт, что они не говорят. Она часто спрашивает, а что тот уже забыл, или тот не знает, что у Элечки там сегодня то-то. Ну, то есть для ребенка важно вообще, чтобы воспоминание о том, кто ушел, оно жило. То есть, а мы иногда взрослые, мы не говорим, чтобы типа не триггернуть или там, или нам да, самим я больно. причем так же сам да, делаю, но для Эмочка, нее, думаю, лишний раз не важно, напомнить. и для нее важно, чтобы вспоминали сестричку. Когда она не хочет, она об этом говорит. Я не хочу сейчас об этом говорить там, или думать, да. Но так для нее важно, чтобы в повседневной жизни упоминалась Элечка, потому что для нее один из главных страхов было, что все забудут ее. Потому что ее больше нету. И мы ей вот вначале особенно объясняли, говорили, что это невозможно забыть сестричку. А почему больше не говорят там или еще что-то, да? То есть важно делиться воспоминаниями и так далее. То есть чувствовать такие какие-то моменты и не избегать этого. Вау. Насчет, кстати, вот того, чтобы создавать атмосферу, вот именно, чтобы там плакать и дальше. Вот. Например, вот у нас по-разному, да, было. Я дошел до такого момента, я не говорю, что хорошо, что плохо, я просто говорю, что у нас по-разному это было, да. Во-первых, когда мы скорбим, у каждого скорбь идет по-своему. То есть момент, когда ты хочешь плакать, не означает, что второй хочет плакать, да. И часто как бы есть такой порыв, чтобы злиться на другого за это, да. Типа, что он безразличный? Безразличный ко мне, давай плачь вместе со мной, да. Но ты понимаешь, у тебя еще как бы, ну,
еще копилочка не накопилась, да, внутри. И что я себе вот осознал даже визуально, что я понимаю, что у меня есть резервуар внутри, который, знаешь, накапливается, вот прям чувствуешь его, прям вот, ну, вы, наверное, сами чувствовали, есть какие-то ситуации в жизни, что у тебя накапливаются эмоции какие-то, там, радости, ты можешь вау, или там у тебя есть скорбь, и ты просто чувствуешь, накапывается, и она просто может вылиться, да, в какой-то момент. Я уже начал это контролировать, то есть осознавать. И таким образом я приходил, например, я понимаю, что у меня сегодня будет день, когда мне надо. Я прихожу в офис, закрываюсь сам, и могу там 2 часа проплакать, да, как бы все опять вылить, опустошить свой этот резервуар. Это как бы в моем случае, да. У кого-то вот так вот, да, где-то с людьми, там, смотря фотки и так дальше. Как бы вот у каждого по-разному это идет. Здесь нет такой одной формулы, знаешь. Но что вот мы заметили, одно из благословений людей вокруг, то, что вот у нас была громадная поддержка, и до сих пор есть. Да, и за это слава Богу, слава Богу, и то, что есть у нас духовная семья, церковь. Это вот, знаешь, когда вот эти люди, они, скажем так, как маленькие триггерчики, да, когда у тебя прям все бурлит, вот особенно в начале было, там, в первые несколько месяцев, они приходят, и они как бы берут часть на себя. То есть они берут и выбирают часть этой боли на себя, да, то есть они снимают с тебя этот вот, и ты это прям физически можешь чувствовать. Своими вопросами, тем, что он с тобой рядом, тем, что он, ну, там, спрашивает какие-то моменты. Ты просто понимаешь, что он берет твою скорбь и, знаешь, как бы этим, как его, снимает как будто вот ковшиком часть, да, что уже не переливается через тебя. И как бы он берет часть на себя. И я это вот прям физически мог чувствовать. Когда ты с кем-то пообщаешься, тебе становится легче. То есть у тебя уже твой резервуар не так сильно бурлит и не переливается, да. И это вот интересно, вот такие моменты понаблюдать. И, конечно же, резервуар, он наполняется все, скажем, медленнее, да, через время. То есть, если там раньше я плакал там каждый день, там по несколько раз, там часами мог, да, то сейчас, конечно, у меня там раз, может, в месяц, да, я там прям вот иду, и я знаю, что сейчас мне нужно, да. Ты там посмотришь фотки. Раз в неделю. Ну, бывает раз в неделю, да. Раз, ну, это зависит, какие периоды, да, что и как. Конечно, нельзя игнорировать это. Кстати, я думаю, что мы будем идти уже к концу. Много что обсудили, много еще можно было бы обсудить. Ну, один из последних вопросов – это как вы себя чувствуете сейчас как раз? Как спустя чуть больше года, как самочувствие ваше? Расскажи. В связи с Лианой. Она такой хороший мотиватор для нас, мне кажется, служить. И просто то, что вот враг, может, предназначен на разрушение, чтобы нас просто уничтожить, хочется как бы назло сделать и еще больше жатвы принести для Господа, для Царства Божия, чтобы просто, ну, максимально благо от ее жизни, от ее ухода для Царства Божьего унаследовать, чтобы это имело смысл большой. Не могу не сказать, что она сама пока была с нами, как ангелок маленький, просто этот человечек ходил и вот это благо дарил всем. Да, просто да. И сейчас, как последствие или результат ее жизни и вашей веры, и вашего того, что вы проходите, вот так продолжает влиять на всех нас, и это чудесно. Да, продолжай, извини. Да. Не, ну, есть моменты, конечно, тоски, и когда очень не хватает, потому что ее местечко уже пустое, скажем, мы до сих пор где-то привыкаем к этой новой реальности, что нас не четверо-трое, и это очень ощущается в физическом мире, то есть тишина там и так далее, то есть мы все такие более в себе и спокойные где-то, а Эли всегда шумиху наводила, движуху такую, жизнь приносила, и где-то этого очень не хватает, но я, наверное, у меня сейчас фокус реально, фокус на то, чтобы все это не было бессмысленно, и чтобы моя жизнь имела плод. Как бы я уже настолько, наверное, сейчас не нахожусь в этом, хотя каждый день мы живем в этом, и есть еще боль. Просто боль, она действительно, как нам вначале многие говорили, и тогда оказалось, ну как, да, конечно, потому что океан боли тебя переполняет, и тебе кажется, ты не видишь края.
Но вначале нам тоже говорят, что боль, она будет меняться, она будет трансформироваться. И будут уже моменты, когда ты сможешь и дышать, и мечтать, и двигаться, и так далее. И сейчас уже спустя год мы понимаем, что это действительно так есть. И плюс, мне кажется, с нами Господь какую-то такую сверхъестественную работу проводит. И опять же, это наш опыт. Я не хочу ни в коем случае наш какой-то опыт или наш путь прохождения говорить, что вот 100% правда для всех так. Нет. Это то, как нас Бог ведет. И я просто как-то живу сейчас с перспективы вечности, и хочется, пока есть возможность, много всего сделать для Бога. И я как-то себя и мотивирую, и радуюсь тому, что Элечка там радуется, и она наверняка там, может, держит кулачки за нас, давайте вперед, прорывайтесь, не сдавайтесь. И как-то это, да, особенно когда вот славлю в церкви, когда прославление, какие-то песни, когда ты визуально видишь, где она была, как она прославляла. Конечно, иногда враг хочет тебя через это уничтожить, через эти воспоминания, боль, но с другой стороны я перестраиваю себя на то, что вот она сейчас там тоже Господа славит, превозносит, и я буду славить. Вот так, чтобы услышали они оба, да, что мы продолжаем идти этот путь. Да. Но при этом, конечно, бывают разные дни, и бывают дни, когда и поплакать надо, и ты тоскуешь, скучаешь, и когда Эмма плачет, и ей больно, тебе больно от того, что как бы она одна, да, и она скучает по сестричке. Есть разные моменты, но спустя год 100%, да, можем сказать, Господь верный, Он с нами, Он близок каждому, кто сокрушен, кто разбит, близок каждому, кто призывает Его Слово, оно живо и действенно, мы в этом живем, мы это видим, мы это ощущаем. Это не означает, что на протяжении этого года нету новых вызовов и битв, да, то есть кажется, ты уже вроде такую какую-то битву, да, там, не то, что победил, может, но ты в этом, да, прошел, и как вот просто какие-то опять ситуации, которые пытаются тебя разрушить, сместить, но Бог за нас. И когда стараемся, вот, да, укрепляться именно надежду на Его Слово, на Него, на Его силу. И когда надо плакать, когда надо смеяться. Да. Добавишь что-то? Мне кажется, очень хорошо сказала. Нет, да. Прям, да. Еще трансформации тоже, да, сейчас мы видим, как это все трансформировалось. Как я сказал, сейчас стало реже, вот и прям такие, знаешь, вот физические прям всплески. Сейчас больше, наверное, не скорбь, а вот благодарность, да, вот. Скорбь трансформируется в благодарность, по крайней мере, у меня в жизни. Да, что она вообще была. Что она была у нас, то, что мы видим, это благодарим за то время, да, когда она была. Вот, поэтому много таких моментов. Сейчас Бог открывает, через ситуацию мы можем служить таким же людям, которые потеряли кого-то. И когда тебе человек, да, которых много, мы заметили просто столько нужды, столько боли, которые мы раньше не замечали, возможно, да, потому что, ну, слава Богу, были такие обстоятельства, немножко другие, да. Но сейчас мы идем в это направлении, и здесь мы видим столько нужды, и как бы теперь у нас есть дерзновение где-то, то, что мы прошли, то, что мы видели Божью руку, и то, что Он верен, можем говорить другим: слушай, вот год спустя мы здесь, мы не сокрушены, мы с Богом. Будет сложно? Да, будет. И ну, как вначале я сказал, что мы выбрали этот путь, да. Мы знали, что мы находимся на перекрестке. Есть два пути. Оба будут нереально сложные, но один путь – это в погибель, в самоуничтожение, это обида на всех, на Бога. А второй путь не менее сложный физически и эмоционально, но с надеждой, как Вероника сказала, да, и с Богом. Поэтому мы идем туда. Поэтому, слава Богу, я думаю, что вот мы сейчас в этом пути, и мы в процессе, то, что Бог еще хочет сделать. Я хочу немного добавить, потому что несколько раз прозвучало, что вот благо там для других людей, свидетельство, но я хочу поставить акцент на то, что я все-таки верю, что, и я знаю, ну и Библия говорит об этом, что каждый, да, из нас, он драгоценен и ценен в глазах Господа, и каждого Бог создавал с каким-то предназначением, целью, то есть нет человека без цели здесь на земле. В каждого Бог вложил свое дыхание, чтобы что-то мы сделали. И я как бы, смотря на Элечкину жизнь, я не верю в то, что она ушла, чтобы мы там что-то поняли, или чтобы мы поменялись, или вот чтобы там
что вот это сама цель. То есть я не верю, что Бог так обесценивает человеческую жизнь и ее жизнь. То есть это намного что-то больше. Но во что я верю, что Бог просто берет это происшествие, и Он обращает во благо. То есть Он просто делает благо из этого. Как бы это не сама цель, но Он делает благо, потому что как бы есть эта вторая сторона, где враг пытается атаковать, чтобы это принесло разрушение. Но Бог, Он просто все содействует ко благу тем, кто Бога любит. Но именно как бы, потому что опять, как бы, когда мы мыслим, вот, что вот кто-то умер для того, чтобы я что-то, то есть на какой-то высокий мы уровень себя ставим, что вот кому-то надо уйти, чтобы я такой хорошенький, особенный, поверил, то есть поменялся или что-то понял. Каждая жизнь для Бога важна. И я верю, что она была сотворена с определенной миссией, и она исполнила свою миссию. И всегда на протяжении всех лет, когда она была неполных 4 года, у меня всегда было особенное ощущение по отношению к ней. Я не верила, что у нас такой ребенок. Она отличалась. Она была как не от мира сего. То есть и я подразумеваю, что она просто была как такой ангел на время нам данный, чтобы сотворить что-то, как бы, чтобы исполнить свою миссию. И, конечно, от ее миссии мы получаем тоже благо, но просто не будем обесценивать такими моментами жизнь друг друга, потому что наша жизнь, она намного дороже. Иисус умер за каждого из нас. И при сотворении Бог о каждом из нас думал, чтобы мы были с Ним в вечности. И я-то хочу думать об Элечке. Все остальное это бонусы. Мы стоим перед Богом, каждого своя история есть. Помимо связей родственных, дружеских, церковных, каждый из нас стоит перед... А если бы сейчас, допустим, вот, пройдя, вспоминая эти года, сейчас и этот уже опыт, ты бы Элечку увидела, что бы ты сказала ей? Что я ее очень люблю, что она самая лучшая, прекрасная девочка. Обняла бы я, мне больше всего не хватает ее вот объятий именно, ласки ее. И я бы сказала, что мы сделаем все для того, чтобы не облажаться. А ты, брат? Да, я бы тоже, наверное, обнял бы крепко. Да, и сказал бы, я тебя люблю. Как вы думаете? А ты еще же хотел, да, что-то? Не, просто сейчас представил. Да, слезы наворачиваются, потому что, это... Начал представлять. Потому что это уже, Последний вопрос. А как вы думаете, вот тоже зная всю ситуацию, видя все, что происходит, что бы Элечка сказала всем нам? Не пачь. Не пачь. Не пачь. Не пачь. Не пачь. Я думаю, что она бы сказала, чтобы мы... я так представляю тоже, это мне это помогало, особенно в начале. Уже представляю. Да, потому что она очень всех так подбадривала, знаешь, и да, поддерживала, и я думаю, она вот ибо говорила, продолжайте идти вперед, будет хороший конец, то есть впереди лучше. Здесь хорошо, Да. Давай. Она бы точно всех ободрила бы не сдаваться, идти вперед, и что с Иисусом будет вообще лучше всех. Вот. И так и стараемся, наверное, с такой мыслью и жить, потому что она так жила, она так, радостно, она каждый вечер молилась за всех, чтобы все не боялись. Чтобы все не боялись, да. И благословляла. Вот, и это тоже интересно. Стараемся не бояться. А еще, сейчас вспомнила, 2 месяца до своего ухода мы были в Австрии, по-моему, это было. Гуляли по Вене, и мы вышли с храма, большой храм, она так все рассматривает. Она вышла, и она сказала, мы стояли 3 взрослых, я ему повернулась там и говорит: церковь для того, чтобы победить дьявола. И мы так, что? Трехлетний ребенок. И она еще раз повторила, и таким голосом, как будто это... И мы все поняли, потому что у нее был такой речь интересная. И она еще раз сказала: церковь для того, чтобы победить дьявола. И у нас просто, мы в шоке были. Это так ободрило, и когда Эля ушла, вот этот служитель, который был с нами тогда, он именно это написал Эрланду. Церковь для того, чтобы победить дьявола. Элечка это сказала. И будем побеждать. Да, поэтому давайте церковь
Все, кто смотрит нас, этим ободримся. И этим ободрением отелечки, я думаю, и закончим. Спасибо вам за разговор, Спасибо за тебе. беседу. Много еще можно сказать, но думаю, этого достаточно. Пусть Бог будет прославлен. Пусть Бог будет прославлен. Спасибо. Аминь. Спасибо. Спасибо. 谢谢 Hugo。